Вкратце, выпуск, который мы собрали для вас, требует для просмотра, если честно, предельной концентрации. Чтобы не отвлекаться, пожалуйста, прямо сейчас, до просмотра, скачайте PlugVPN. Я еще не очень люблю давать интервью. Я всю жизнь брал их. За эти годы сложился такой комплекс того, что важен тот, с кем ты говоришь. Твоя задача — раскрыть этого человека, а не раскрываться самому. Ты второстепенен по отношению к человеку, с кем ты беседуешь. За время войны я давал несколько интервью, и в целом я себя чувствую достаточно дискомфортно, я признаюсь. Неорганичная для меня форма. Есть люди, которые хорошо, спокойно, А мне все время кажется, что зачем со мной? Есть, наверное, поинтереснее люди. Я рационально понимаю, мне есть что рассказать, и зачем это делать, я тоже понимаю. А эмоционально нет. Но тем не менее, Петя, да. Ты журналист в прошлом, да. Российский гражданин в нынешнем. Ты рядовой сержант. На контракте, ты сержант на контракте 13-й бригады Нацгвардии. Сейчас это уже второй корпус Национальной гвардии Украины, Хартия. Это БПЛАшное подразделение, и вот в нем я служу. И ты записал подкаст «Петя на войне» о своем военном опыте. Подкаст я записывал, когда я решил устроиться, пойти служить. И вот в этих 5 эпизодах, там каждый эпизод — это этап на моем новом пути. От момента решения подписать контракт, потом медкомиссия, курс молодого бойца, потом первые выезды на позиции и потом ранение и восстановление. Обо всех этих ипостасях и, безусловно, о войне и ее восприятии я бы хотела с тобой поговорить. С большим удовольствием. Честно говоря, без удовольствия. Я бы хотела с тобой поговорить о чем-нибудь другом, более прекрасном. Тут маемо шо маемо. Всем привет, это Петр Рузавин. Уже год я служу в 13-й бригаде Национальной гвардии Украины. Она называется «Хартия». Уверена, ни для кого из вас не секрет. За последние годы многие программы получения второго гражданства были или закрыты, или серьезно ограничены. В Румынии ужесточились проверки и выросли сроки рассмотрения. Словения свернула упрощенные схемы. Инвестиционные программы в Карибском регионе и Латинской Америке регулярно пересматриваются. Требования меняются. Стоимость растет, а условия становятся все менее предсказуемыми. На этом фоне израильская программа репатриации продолжает действовать в рамках государственного закона. С конца 80-х сотни тысяч выходцев из России и стран СНГ получили израильский паспорт. Для многих израильский паспорт – это не про обязательный переезд, а про безвизовый въезд в страны Шенгенской зоны, упрощенную визу в США, доступ к банковской системе, медицине и образованию. А еще про возможность для детей и внуков однажды самостоятельно выбрать, где жить и учиться. С 2014 года Израильский консультационный центр сопровождает процесс репатриации и за это время помог оформить больше 20 тысяч израильских паспортов. У них собственный архивный отдел, специалисты работают с документами не только в России и Израиле, но и в странах, откуда сейчас трудно получить подтверждение и справки. В ИКЦ сопровождают весь путь от первичной проверки корней до оформления гражданства и документов в Израиле. Юридические гарантии фиксируются в договоре. Это не ускоренная покупка паспорта, а системная работа с документами и законом. Именно поэтому компанию рекомендуют друг другу уже на этапе собеседования в консульстве, как тех, кто умеет доводить процесс до результата. Если вы рассматриваете второй паспорт как стратегию, начните с проверки корней. В 19 и 20 веках еврейское происхождение часто скрывали.
Фамилии менялись, документы терялись. По оценкам генетических исследователей, от 16 до 18% жителей постсоветского пространства могут иметь еврейские корни и даже не знать об этом. Словом, проверка – это первый шаг, после которого уже становится более-менее понятно, а есть ли у вас основания для репатриации. Все подробности по ссылке в описании. Сейчас получается, что у тебя отпуск. Да, я ездил в Европу, встретился с сыном, которого не видел 2,5 года. И вот сейчас как бы возвращаюсь в Киев, а потом в Харьков на место службы. Через несколько дней там нужно быть. Сыну сейчас 17? Да. О чем вы говорили? Мы с ним провели неделю. Мы много о чем говорили. Это такой вопрос... Да, знаешь, какая-то есть магистральная линия встречи. У него сейчас такой период, он как бы влюблен, и поэтому большая часть наших с ним разговоров, она связана с его жизнью. И мне кажется, что в таком возрасте мало что вообще имеет значение, кроме чувств. Подожди, ему ровно столько лет, сколько было тебе, когда он родился. Он уже старше, чем возраст, когда он у меня родился. И он почти такого же возраста, когда я пришел на «Дождь» работать. Мы в целом с ним примерно одного как бы возраста и интересов. Я имею в виду, там, не знаю, потребление информации, мемов и всего остального. Мы провели... Да, почти неделю, гуляя по музеям, улицам. И, в общем, те 2,5 года, что мы не виделись, мы же не прекращали общаться. Я внимательно слежу за его успехами, насколько я могу ему рассказываю о том, что происходит со мной. А кто занимается сейчас его воспитанием? Он живет, как бы учится в Америке. Ну, как-то уже сам, уже это взрослый мальчик. Твои братья, твои родители, вообще вот вся твоя российская часть семьи, они продолжают жить в России? Ну, кто-то живет, кто-то не живет. Но в целом с теми, кто в России, мы в меньшей степени общаемся. Скажем, мой круг друзей, большая часть из них выехала из страны в 22-м. Какая-то часть там друзей остается, но не очень большая. С родственниками мы общаемся, но гораздо меньше. У нас нет каких-то конфликтов или как бы, какого-то недопонимания, но, условно, новости обо мне они узнают из новостей. Это ты так специально сделал, чтобы их обезопасить? Или это связано с тем, что у вас нет точек соприкосновения там, семейных? Слушай, одно к одному. Нужно понимать вообще, из чего состоит сейчас моя жизнь, из каких как бы... кругов коммуникаций. Ты 24/7 занимаешься так или иначе связанными с военными вещами. И практически все твои коммуникации, они военные. Твоя прошлая жизнь, она немножко уходит на второй план. Не потому, что ты специально хочешь ее отрезать или еще что-то, но просто, как, знаешь, вот у тебя новая работа. У тебя на новой работе она начинает замещать твою... Война – это не работа. Война – это не работа. Война – это тяжкий труд. Постоянный, 24 часа в сутки. И прежде всего, это тяжкий труд тех, кто работает на позициях. У тебя все посвящено ей. И эмоциональные, и физические силы, они направлены на то, чтобы исполнять свои обязанности. Поэтому на остальное у тебя гораздо меньше просто есть времени. Многое из того, что у тебя было в твоей прошлой жизни, оно просто уходит. У моего сына младшего внезапно появилась однажды идея, не знаю, может, он где-то ее подсмотрел. Он говорит, ты знаешь, я придумал, как остановить все войны. Я говорю, это как? Он говорит, если подойти к солдату на поле боя с любой стороны, спросить, а твоя мама знает, что ты делаешь? Так. Твоя мама знает, что ты делаешь? Ну, конечно, она же читает новости. Новости? Конечно, знает. Но это какая-то странная фраза, в том смысле, что как бы мамы украинских военных знают, что они делают. Естественно. И как бы... У тебя немножко другая ситуация. Не могу сказать, что она принципиально другая. В 22 году как бы на страну, в которой я достаточно много уже прожил, в которой находится моя семья, находятся мои любимые люди, друзья, напала страна, в которой я вырос. Я для себя просто решил через какое-то время, что пойти защищать эту страну, наверное, самое логичное, что можно вообще сделать. Я вообще не вижу противоречий. Мое противоречие
Оно скорее было в том, что я всю жизнь был журналистом, и как бы журналистский майндсет невмешательства и как бы вот то, что ты как бы должен обеспечить некоторое непредвзятое освещение чего-либо, я ответил для себя на этот вопрос. Я там, где я есть. А по поводу того, что меня очень много связывает с Украиной, даже если бы меня не связывало ничего с Украиной, я считаю это абсолютно нормальным. Много ли мы с тобой, мы как коллективно достигли в России? Как бы к чему мы пришли? Вот у нас был некоторый образ того, каким мы хотим видеть страну. Или что бы мы хотели, чтобы в ней происходило или не происходило. В 2022 году это все обнулилось. В 2022 году, как мне кажется, все, что мы делали... в 2014 году, так. Поэтому, то есть, я не понимаю разницу между 2014 и 2022. Ты права. В 2022 масштаб бедствия был настолько большой, наверное, он окончательно расставил точки над «и», хотя ты права, в 2014 в этом смысле поворотный момент в истории России. Ты видишь свою единственную точку применения своих сил и своих умений именно на фронте? Именно в боевом подразделении? Я работал как военкор первые год или полтора. Я ездил по всей стране, по разным участкам фронта, делал разные материалы, снимал какие-то небольшие фильмы, репортажи и так далее. В какой-то момент мне показалось, что просто этого недостаточно. Я 15 лет работал журналистом к тому моменту. Мне всегда казалось, что то, что я делаю, имеет значение. Но на фоне войны, когда ты ее видишь каждый день, ты начинаешь ставить под сомнение, насколько значима твоя профессия. Я не говорю, что журналистика как таковая не имеет смысла. Нет, это полезное и важное занятие. Я отдаю должное тем, кто продолжает это поддерживать, в том числе в эмиграции, и этим занимается. Но для себя я решил, что важнее мне, Пете Рузавину, будет заниматься другим. Будет принимать участие в войне непосредственно. Почему? Опять же таки, потому что это отчасти моя страна. И отчасти потому, что как россиянин отчасти у тебя моя страна, закончились... в смысле, агрессор. Украина. Нет, Украина. С Украиной меня много связывает. А с другой стороны, как россиянин, как русский, в целом, кажется, ты исчерпал все возможности, все инструменты, которые бы могли на что-то повлиять. И в этом смысле оно показалось очень логичным. Более того, сейчас мне очень сложно представить, я весной будет 2 года, как я служу. Очень сложно было представить, чтобы я занимался чем-то другим. Hey Chati, how are you? I just want to discuss with you. What do you think about recent Olympic Games, especially in ice skating, women ice skating? Alisa Liu is so amazing. I'm very satisfied about her gold medal, but her life story is terrible at the same time. What do you think about it? Alisa Liu is incredible. Her jumps and energy are exciting to watch. I get what you mean about her life story. Success can come with pressure and hard choices. How do you feel when athletes win, but face personal struggles? Примерно так я продолжаю подтягивать свой английский прямо в Телеграме с помощью чати. И девушки, которая общается как носитель. Все общение через практику и живой диалог на интересные и актуальные темы, которые можно выбирать самому. I'm not agree that anyone has to suffer to win. I think that the sport, even the big sport and professional sport, is a joy. Do you agree with me? I agree. Sport should be joy first, not suffering. When competition becomes only about results, athletes can lose freedom and happiness. И вот еще несколько причин, почему это действительно удобно и эффективно. Нет графика занятий, под который нужно подстраиваться. Занимайтесь там и тогда, где вам удобно и комфортно.
дома, в дороге или на прогулке. Никаких ограничений по времени. Общайтесь сколько хотите. В настройках можно выбрать разный уровень сложности ответа и разную скорость речи от новичка до носителя. А еще в чате теперь можно учить не только английский, но и другие языки. Вот. Полный список, и для каждого языка отдельный бот. Переходим по ссылке в описании или по этому QR-коду и бесплатно пробуем в чате. Так вот, вернемся к маме. Когда ты пошел служить, ты публично сделал эту информацию спустя какое-то время, то есть спустя полгода, если не ошибаюсь. Ну, там, несколько месяцев. год. А маме ты когда сказал? Не, ну, я им сказал заранее, потому что вот есть такая в целом, что без подробностей, что я собираюсь. В этом смысле я предупредил чуть заранее, незадолго, не знаю, там. Опять-таки, устройство в армию тоже такой долгосрочный процесс. У меня он занял несколько месяцев. От момента принятия решения до и там через выбор подразделения, подготовку и прочее прошло там месяцев 6. А она тебе что? Слушай, они переживают во мне. Это, наверное, главное ощущение. А о себе они переживают? Ну, наверное. Опять же таки, последнее особенно время, на самом деле все последние 2 года у нас не очень много каких-то между собой связей. Вот. Ну, смотри, а твои родители все-таки живут далеко, ты москвич, от линии фронта, а мои очень близко. Они живут на южных окраинах России. И вероятность того, что твой дрон попадет в их дом, довольно высокая. Да и в Москву прилетали дроны. Ну, в целом, да. Да. Вот ты для себя такую вероятность рассматриваешь, что вот там могут оказаться твои родители. Слушай, смотри, война – это, к сожалению, непрекращающийся процесс насилия. Мне кажется, в таких вопросах важно всегда помнить, почему оно вообще началось. Да, то есть, ты в данном случае такими вопросами немного уравниваешь обе стороны. И те, и другие, и куда-то прилетает. А если бы не началось вторжение, такой бы ситуации не было. Ну, это война. Немного странный вопрос. Представляешь ли ты свой дрон? Война – это насилие. Ты этим занимаешься. Почему это происходит? Потому что эта война в широкомасштабном в ее форме началась 4 года назад. Всем привет. Это Петя. Сейчас полночь. Наступило 25 апреля 2024 года. Ровно через 6,5 часов у меня поезд с вокзала в Киеве в Днепр, где я подписываю контракт с 13-й бригадой Национальной гвардии Украины. Хартия, потом учебка, потом фронт. Ты заключил контракт весной 2024 года, до момента, когда случилось вторжение в Курскую область. Курская область – это конец июля 24-го. Но ты там не участвовал? Не, у нас подразделение там не принимало участие. А если бы тебе предложили? Ну, значит, предложили. В армии не бывает такое предложили, не предложили. Но если бы ты оказался в этом подразделении, ты бы пошел? Ты не можешь не пойти. Ну, в смысле, это же... в армии так не работает. Ты понимаешь, вот разница между, видимо, мной и тобой заключается в том, что я считаю, что хоть ты в армии, хоть ты в космосе, у тебя все равно есть свобода воли. Ну, в армии это так не работает. Ну, это просто такая вот специфика. Ты легко себе можешь представить... Специфика работодателя. Вот. Поэтому... Ну, ты легко себе можешь представить себя вторгающимся в Курскую область? Я гипотетические вопросы не люблю. В том смысле, что это... Но они возникают. Смотри, у меня есть конкретные вопросы, которые ты решаешь в ежедневном режиме. У тебя есть задача обеспечить, чтобы твоя пехота зашла в этот лесок, перерезала такой-то логистический маршрут, или, наоборот, сделать так, чтобы к позициям твоей пехоты не подошли подразделения врага. И ты вот эту задачу решаешь в ежедневном режиме. И на все остальное у тебя особо времени нету. По поводу того, легко ли ты себя можешь представить в Курске,
Если бы наше подразделение туда было отправлено, естественно, мы выполняли эту задачу боевую. Вот. Наша бригада не принимала участие в Курской операции. Мы с мая 24-го вот в Харьковской области. В 22 году ты был едва ли не единственный российский журналист в Украине, который освещал начало полномасштабной войны из Украины. И это была, в общем, такая абсолютно эксклюзивная и профессионально суперважная миссия, на мой взгляд. А в какой момент тебе стало казаться, что это все не то? Да, я был единственным, во всяком случае, российский журналист, который постоянно находится в Украине и работает на российские медиа. Потому что были российские журналисты, которые приезжали время от времени, были российские журналисты, которые работали... У меня есть знакомый, который с российским паспортом, там, 100 лет живет в Украине, но он там работает на французские медиа. Вот. А так, да, я имею в виду, он говорит на русском языке, с русскоязычной аудиторией и с российской аудиторией в том числе. И я снимал для «Дождя», писал для «Медиазоны», мы выпускали подкаст вместе с Наташей. А что сломалось дальше? Через год или полтора я просто понял, что это гораздо стало иметь меньше значения. Опять же таки, проблема с доступом... А сколько потом пропаганды стало появляться? Пропаганда? В смысле, я старался всегда в этом смысле быть Слушай, достаточно... мы с тобой все-таки журналисты, да, и мы понимаем, что в этой войне абсолютно точно ты не можешь из одного окопа ходить в другой окоп и обратно, и сохранять ту самую объективность, которую требуют. Это невозможно. Нет, подожди, это просто есть разные журналистские жанры. Для того, чтобы написать репортаж, ты пишешь репортаж о том, что ты видишь. Если ты пишешь репортаж из окопа, тебе не нужно по законам жанра пойти в окоп врага для того, чтобы написать такой же и быть... это жанр такой, он не предполагает хождение в окоп противоположной Если стороны. мы говорим про объективность, одна сторона, другая сторона, вот это вот все. Смотри, объективность репортажа, она заключается в том, что ты не скрываешь какие-то там факты в угоду того, что, а не то, что ты освещаешь обе стороны. Из Украины я освещаю украинскую сторону. Это кажется очевидно. И очевидно, что если ты едешь с военными вместе на какую-то точку, то есть все-таки рамки свободы твоего освещения. Смотри, есть как минимум рамки безопасности. Это как минимум, есть условия от военных. Очевидно, если ты при нынешних осинт возможностях всех заинтересованных лиц найти локацию по фото, видео и так далее, не очень сложно, если, опять же, таки снято как неряшливо и так далее. Безусловно, это одни из условий военных, потому что в ином случае ты не пустишь, потому что ты рискуешь, что тебе скоро прилетит туда ракета. Или рассказать, что репутационно будет... Репутационно, смотри, это другая история. У меня, например, не было за эти 1,5 года такого, чтобы я что-то такого... Я ни разу не согласовывал никакие материалы ни с какими из своих героев или еще кем-то. При этом есть, безусловно, жанры, в смысле, или какие-то военные, условно, условия для каких-то жанров, что обязательно перед этим, на вычетку или еще что-то. Обычно это скорее диктуется больше вопросами безопасности, нежели того, что что-то не так сказать. Стать причиной... Гибели людей никто не хочет. Да, и это... Такое может легко случиться при техническом. Как ты при этом относишься к работе своих, по крайней мере, в прошлом коллег? Я не говорю сейчас про военкоров, которые вроде политруков прикомандированы к определенным российским частям, а я говорю про журналистов, которые продолжают работать по ту сторону фронта и продолжают так или иначе что-то публиковать с российской стороны. Да никак не отношусь. То есть, в смысле... Смотри, большой резонанс вызвала смерть журналиста Никиты Цицаги. Наверное. Во многом эта страна, она проходит фоном и мимо. Опять же таки, я повторюсь. Это было еще до того, как ты перестал быть журналистом.
Это было, по-моему, летом 24-го. Вот, я когда уже был военный. Вот, в том смысле, что Ну, ты помнишь, когда это было, значит, все-таки как тебя это коснулось. Да, я просто говорю про то, что, условно, я вижу, как на это реагируют какие-то мои коллеги или бывшие коллеги там с российской стороны. У меня никогда не возникало желания принимать участие в этих дискуссиях. У меня нету точно сожалений по поводу гибели пропагандистов. Ты считаешь, что Цицаги – это пропагандист? Я бы так не сказал, но я не могу сказать, в смысле, как я вообще к нему отношусь. Даже я про него условно узнал как бы, к моменту его гибели. Мне, в общем, сложно как-то сформулировать отношения. Просто меня с ним ничего не связывало, кроме общественного резонанса. Если ты спрашиваешь, опять же таки, как я отношу, есть категория Z-военкоров. Они, это как бы очевидные участники войны для меня. Они как бы и себя скорее рассматривают больше как военные, нежели журналисты. Остаются ли с российской стороны как бы журналисты, которые, очевидно, они так считают. То есть, очевидно, там какой-нибудь Черных думает, что он как бы конкретно совершенно Черных, который работает в «Коммерсанте». Он считает, что он как бы при некоторых сделках с совестью, но ради глобальной профессии журналиста он делает какую-то важную для журналистики с большой буквы и дело. А ты как Я считаешь? так не считаю. Почему? Мне кажется, он просто занимается пропагандой. В смысле, и самообманом. Но... А приведи пример, чем он занимается пропагандой? Смотри, есть как бы самые как бы очевидные его мариупольские как бы репортажи, где, по сути, такой whitewashing как бы того, что происходит в Мариуполе. В репортаже про Мариуполь, к которому у всех было очень много вопросов, Черных пишет, насколько я помню, о том, что здесь еще не закопанные трупы, а здесь продают новогодние елки. Смотри, для того, чтобы сейчас его обсуждать, как бы предмет, как бы, наверное, имело бы смысл перечитать, но мне кажется, что вот то, что я читал у Черныха, да, это просто... Он, наверное, считает, что он делает хорошее дело. В смысле, он так в своих глазах так это в такие, как бы, себя представляет. С моей точки зрения, он просто нормализует и участвует в пропаганде с российской стороны. Ты хочешь, если хочешь каких-то примеров от меня, мне для этого нужно быть в материале. Я еще раз повторю, я не очень за этим слежу. Мне достаточно того, что как бы я пришел к такому мнению. И все. Но у тебя сложилось мнение, что он пропагандист. Я так считаю. Это, в этом смысле он принимает, безусловно, то есть я не очень хочу углубляться в детали. Вопрос в том, насколько в этих материалах упоминается, почему это все происходит. Кажется, не очень. То есть, как это случилось? Как мы оказались в этой точке? Наверное, это важная составляющая. Безусловно. Наверное, современный коммерсант не дает возможности ответить на эти вопросы. Не знаю, насколько проблема лично Черныха или, наверное, больше в целом медиапространство, которое остается в России. При этом в России остаются какие-то независимые проекты, медийные. Они пытаются выполнять важную функцию, но я не знаю, в смысле, я просто не очень готов сейчас рассуждать, в том числе и про Черныха или про... Поступив на службу в украинскую армию, ты таким образом вообще полностью отсек для себя то свое прошлое, которое было связано с Россией, в том числе и свою ответственность за то, что произошло в 22 году. Или ты не считаешь себя вообще к этому каким-то образом относящимся? Я же себя продолжаю, что ты россиянином. В смысле, я россиянин. А куда тебе деваться? У тебя паспорт я русский. русский. Вопрос самоидентификации, он бывает разный. Что значит отсек? Это новая глава в моей жизни, если говорить про как бы биографию. Она была журналистом,
перестал быть журналистом, теперь военный. По поводу ответственности, я воюю за Украину. В данном случае вопрос в том, как мы оказались в точке такой, и осмысления, как мы пришли к этому. Есть Илья Винявкин, который хорошо пытался ответить на эти вопросы, да. Я скорее больше, так уж вышло, не теоретик, а практик. Мы все за эти годы хорошо научились отвечать на вопрос, почему мы оказались там, где мы оказались. Из-за чего, что к этому привело. Можно написать большое количество научных работ, книг. И они будут талантливые, интересные и полезные. Но мне больше интересно отвечать на вопрос, что нам делать дальше. Что мы можем делать. А не почему у нас не получилось или получилось так, как получилось. Мне кажется, это гораздо важнее. Для поколений, для будущих важно понять, как сформировалось, на каких этапах, и благодаря кому и так далее. Но во время войны кажется важнее отвечать на вопрос, что мы можем сделать здесь сейчас. Твоя жена, известнейшая украинская журналистка Наталья Гуменюк. Как правильно, Наташа или Наталка? Как удобнее. Скажу Наталья. Так более уважительно. Какова ее была реакция на то, что ты собрался заключать контракт? Я помню момент, когда я вообще решил, когда мне пришла мысль о том, а не пойти ли мне служить. Это было лето 23-го года, был июнь, мы были в Карпатах, что-то типа отпуска, не помню. И там, гуляя по горам, мне пришла мысль, что я уже в меньшей степени вижу смысла в том, что я делаю, с одной стороны, а с другой стороны, все больше, мне кажется, не пойти ли мне послужить, в общем. Я с Наташей поделился этими мыслями. Я себе поставил время до конца лета походить, подумать. Но ты поделился этими мыслями, а она что? Наташа относилась и тогда, и сейчас с большим уважением к моему выбору. И вот я до конца лета, в общем, походил, и поставил дедлайн подумать про, может, пропадет эта мысль. Походил, мысль не прошла, никуда не делась. И дальше уже просто был такой, скорее, технический вопрос, куда пойти служить. Тут же нужно как понять, человек иностранец, прежде всего, не так важен на самом деле, какой паспорт, с точки зрения бюрократии украинской. Да, иностранцы могли на тот момент служить в нескольких подразделениях, и нужно было, соответственно, найти такое, которое бы, с одной стороны, было интересно мне, с другой стороны, было бы готово взять меня. Я как-то через знакомых познакомился с, на тот момент, бригадой «Хартия» в Национальной гвардии Украины. Мне сказали, что в каком-то ближайшем будущем будет закон о службе иностранцев в Национальной гвардии, который позволит им это делать. И, собственно, просто дожидайся. И все. Я пошел. В это время я мало чего понимал и в войне, и в армии. Я сразу себя стал готовить на БПЛА. Пошел на одни курсы БПЛАшные, вторые, третьи, инженерные. Потом пошел на тактическую медицину, ходил с друзьями на полигон стрелять. И за это время закон был принят. И весной 24-го я заключил контракт. И вот с тех времен служу. Я правильно понимаю, что «Хартия» – это так или иначе частная армия, где платит не государство? Нет, абсолютно неправильно понимаешь. Конечно, «Хартия», бригада, а сейчас корпус – это часть украинской армии, Национальная гвардия Украины. Просто она возникла. В 22 году появлялись разные добровольческие формирования. Угу. И там оно действительно создавало, во время хаоса первых времен войны. Я читал, что некий украинский миллиардер вложил свои деньги в то, чтобы создать это подразделение. Да, это называлось ДФТГ.
Это вот как бы такие добровольчие формирования территориальной громады. Просто по всей Украине возникали, вот особенно там в первые недели или в первые месяцы войны, ДФТГ, которые спонсировались как, ну, в смысле, тебе нужны все время на что-то деньги, да, то есть и вот Хартия сначала возникла как ДФТГ, потом она стала бригадой, и это, конечно, уже просто, ну, в смысле, часть украинской армии. Она входит в Национальную гвардию, а сейчас как бы выросла в корпус. Корпус – это несколько бригад. Сколько? 5. А сколько там иностранцев? Количество? Ой, не скажу тебе. Ну, то есть, я тебе не знаю, в смысле, в целом по цифрам. В Хартии, в 13-й бригаде был большой поток из Латинской Америки. И там, собственно, вот есть целое, как бы, условно подразделения штурмовые, которые состоят из иностранцев. А они за деньги или за любовь к Украине? Слушай, это по-разному. Но в целом, ну, как бы они приезжают там из Колумбии, из Мексики и прочее. Ну, в целом, думаю, это что-то среднее. Вот. А платят много? Стандартная зарплата военнослужащего, который именно находится на позициях, 125 тысяч гривен, условно, это сколько в долларах получается? 3 тысячи долларов. Да. И плюс там есть какие-то еще надбавки, в смысле, если ты прям участвуешь в боевых действиях, там еще что-то там, до 2000 долларов. У меня, вот когда я ездил постоянно, ну, почти жил на позициях, вот у меня были эти 125 тысяч гривен. И у тебя все равно из этих денег ты постоянно как бы их вкладываешь во что-то связанное с войной. Ну, в смысле, ты как бы все время что-то, это такой постоянный процесс, тебе нужно что-то купить, какие-то технические детали или еще что-то. Особенно если ты Да нет, я думаю, что... То есть вам не армия покупает, вы сами покупаете? Смотри, армия в целом покупает. Это вопрос не в том, что тебя как-то не обеспечили, а потому что тебе нужно это сделать, ну, как бы... У тебя нужен какой-нибудь видеопередавач, ну, как бы, условно, там, специальная штучка, которую ты там вставляешь в дрон для того, чтобы он передавал видео. Тебе нужно его купить сейчас, да, а не ждать там неделю, 2, 3, 4. Что-то тратится таким образом. Мы можем говорить, что вы с Наташей вместе сегодня пришли? Конечно. Наташа, вон Наталочка там сидит. Это... Наташа, а ты можешь подойти на секунду? Ну, прям вот так вот, да. Ну, потому что это получается, что сейчас только мы микрофон, наверное, дадим тебе. Я тебе испортила бенефис. Я наоборот считаю, что в целом намного как бы выгоднее говорить и интереснее с Наташей, нежели со мной. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Готовы? И тогда второй важный вопрос, раз уж мы теперь вместе. А мы можем говорить, где мы находимся? Конечно. Да. Ну, то есть мы в Кишиневе, недалеко от границы с Украиной, поэтому вам проще туда будет въехать. Ну, мы, собственно, выезжали через Кишинев и вот въезжаем назад. И тогда вопрос, вот приходит Петя и говорит тебе, я собираюсь перестать быть журналистом и пойти на войну. Да, я безумно ему благодарна за это. Конечно, это сложный вопрос в войне. Считаешь ли ты себя человеком лучше, который почему-то думает, что если, я не знаю, это большой вопрос для меня тоже, да, если ты журналист, ты думаешь, что твоя жизнь ценнее, чем любого другого человека, который готов рисковать нею, чтобы в первую очередь защищать людей. Поэтому, конечно же, это благодарность. Я точно скажу, что я Петю никак не подталкивала к этому решению, но это его решение. Для меня ответ, я думаю, что, я, например, остаюсь журналистом, да, там, и не иду воевать. Хотя тоже могла бы, потому что женщин берут. Берут, да, потому что там, наверное, пока я считаю, что то, что я делаю как журналист, который документирует военные преступления, еще там на что-то влияет. Да, я делаю какую-то уникальную работу, я пишу для больших мировых СМИ, но, с другой стороны, все равно это кажется каким-то оправданием. Да? Каждый человек что-то делает, возможно, полезное, да, он тоже может найти оправдание, почему я не иду служить, почему я не иду защищать своих людей. Это сложный выбор, и поэтому первое даже это не уважение, а благодарность, если говорить о том, что я чувствую, когда знаю, что Петя служит. Но ты считаешь, что именно война, оружие в руках и убийство – это единственный на сегодняшний день способ помощи Украине? Знаешь, у меня много моих друзей, я вообще, скажем так, из такой правозащитной тусовки. Я знаю. И все мои друзья-правозащитники, особенно парни,
они пошли, потому Я что они знаю. говорят, что как я могу защитить права, да, я, например, права жителей оккупированного Херсона. Я не могу выйти с транспарантом и говорить, там, я не знаю, там, идти в суд, потому что это просто там убийство, пытки, и, наверное, это самый легитимный, самый простой способ защитить людей, будучи в, скажем так, законном государственном формировании. Вот меня иногда спрашивают, почему нет, я не знаю, там много какого-то подполья на оккупированных территориях, помимо того, что это очень опасно. Но ты понимаешь, что... Ну, Петя снимал репортаж про женщин, которые в оккупированном Херсоне и песни «Червоную руту» пели, и, в общем, носили одежду, и как-то первые месяцы. Это было, да, это закончилось очень быстро. Это закончилось к лету. Но как раз вопрос в том, что люди, которые, мы понимаем, что в отличие от, условно говоря, авторитарного государства, например, не знаю, Беларуси или Ирана, где ты там можешь где-то что-то пытаться делать как диссидент, у тебя есть четкий способ, как это остановить. Да? Это причастность к украинской армии. И, в принципе, зачем делать что-то менее эффективное, да, и, скажем так, может быть, там, даже бессмысленное, если можно просто отодвигать эту оккупацию постоянно своим, я не знаю, присутствием на поле боя. Да? Мне кажется, что если бы там Хартия не служила в Харькове, то мы не знаем, в каком состоянии был Харьков и как бы жили там люди, была ли бы там жизнь. Сейчас я могу спокойно приехать в Харьков и быть там, да, просто потому что этот город защищен. Украинская армия, в том числе там подразделениями, где служит Петя. Вот как бы и пример того, что, к сожалению, да, на этом этапе единственный способ защитить жизни людей – это с оружием в руках. По-другому самый вероятный шанс – это просто оказаться, не знаю, на подвале или в российской тюрьме, если ты будешь, в этом случае как-то сопротивляться. Но мы все знаем, что там при оккупации, допустим, Купянска погибают люди, но при деоккупации Купянска погибают тоже люди. И важнее ли территория и владение территорией человеческих жизней? А это не владение территорией. Смотри, оккупация и деоккупация – это абсолютно просто разные вещи, то, о чем ты сейчас говоришь. Оккупация, в смысле, это процесс, когда уже у тебя, условно, новая власть, оккупационная над ним, и мы как бы знаем, что происходит благодаря многочисленным свидетельствам, особенно первых месяцев войны, когда было захвачено много территорий, там появились оккупационные власти, и то, как они себя вели с местными жителями. То, что ты называешь деоккупацией, это боевые действия. Освобождение. Это просто боевые действия за места. Когда города захватываются, когда города отбиваются, не только города, любые населенные пункты, это война. В этом смысле это... Как бы ты сравниваешь несравниваемое, просто там корень одинаковый, а какую-то альтернативу. Как бы сдать все территории и все? Такая как бы мысль странная. Я приведу пример. Знаешь, чем дольше она длится, почему так больно сейчас за те территории, которые остаются в оккупации. Вот мы следим где оккупирован, освобожден Херсон. Там хоть какая-то жизнь есть по сравнению с тем, какой она была. Его, конечно же, обстреливают, но вот у нас есть контакты, да, людей, например, глава сельсовета, условно, которого держали 100 дней на подвале, он выбрался. И знаешь, каждые полгода ты узнаешь, как кого-то из его семьи снова убили, снова пытали. То есть, чем дольше она длится, в дольшей перспективе, шансов выжить у людей очень мало. Да? И поэтому, конечно же, длительная оккупация, она просто готовит плацдарм для будущего нападения. Почему мы все так боимся какого-то просто заморозки? Потому что ты понимаешь, что Крым был оккупирован, но Крым стал военной базой, да, через который шли российские танки. Мост Керченский стал не мостом просто, чтобы людям там удобно было ездить. Да, это место, через которое эшелоны шли для того, чтобы и захватить Украину в феврале 22-го. То же самое произошло с Донецкой и Луганской областью. Для меня вообще вопрос обсуждения того, можно ли оставить города оккупированными, он по большому счету аморальный, потому что это как решение давайте я в Киеве буду целым человеком, да, а какую-то часть, я не знаю, твоих родственников и друзей можно, я не знаю, ними можно пожертвовать, потому что они живут чуть-чуть дальше, южнее, скажем так. В 2015 году жителей юго-восточных территорий назвали сепаратистами. Часть из них была, но часть нет.
Я о том же говорю. Мы очень хорошо знаем всех в Донецке. И в Крыму, я же работала в Крыму, очень много кто вынужден был выехать и кто должен был просто замолчать. Потому что по такой же аналогии можно сказать, что абсолютно все, кто остается в России, абсолютно все. Если мы будем в таком контексте говорить про сепаратистов, да, нужно будет сказать, что они, наверное, точно явно поддерживают режим, войну Путина и все такое. Но я думаю, что очень много конкретно наших знакомых россиян постоянно мне пытаются пояснить, что нет, там есть люди, которые так не думают, там есть люди, которые плохого не желают. Конечно же, когда территория оккупирована, ты многого не можешь делать и говорить. И я думаю, в этом случае для граждан Украины оккупации все слишком сложнее, чем даже жителей России на территории России. То есть на сегодняшний день единственный способ защиты Украины – это продолжение боевых действий для вас? Безусловно. Более того, наша задача общая – продолжать защищать Украину. Ну, то есть, в смысле, это единственная возможность, чтобы все это продолжало быть. Иначе как бы капитуляция, иначе конец. И никому от этого лучше не будет. Не будет лучше ни Украине, ни России на самом деле. И вряд ли, защищая Украину, кто-то хочет сделать приятное России. Смотри, это такой вопрос, как бы приятно, наверное, нет, но при всем при этом я не считаю чем-то из ряда вон выходящим россиян, которые воюют за Украину. Это не какая-то что-то выбивающееся из нормы, потому что кажется, это единственный на самом деле способ, хорошо, не единственный, но один из легитимных способов, как можно что-то менять, что-то делать, и как бы с точки зрения в том числе, и чтобы в России было что-то полезное произошло. А внутри России, как бы с 2014 или с 2022 года, поменять что-то, кажется, уже вот такими нашими конвенциональными методами, к которым мы привыкли, просто делая работу или просто занимаясь правозащитной деятельностью, кажется бессмысленно. Ну, то есть, оно ни к чему не приводит. Если ты воюешь за Украину, это имеет значение. Ты участвуешь в вещи гораздо больше, чем ты. Ты как бы помогаешь тем, кому плохо. Ты на стороне тех, кто требует защиты. Ну и в конечном счете, в общем, ты сражаешься просто с несправедливостью. Мне в этом смысле как раз мой пример не кажется чем-то уникальным. А много русских, которые воюют за Украину? Слушай, их становится все больше. Есть там отдельные русские подразделения, но вот даже у нас, в нашем корпусе, в корпусе Хартии, я не единственный россиянин, который служит. Собственно, на самом деле... А Верзилов с тобой служит? Ну, Верзилов в Хартии. Вот. И на самом деле армия постоянно нуждается в людях как бы разумных, талантливых. И, то есть, например, в Хартии мы были бы рады видеть еще людей с разными паспортами, в том числе российскими. И если бы им это хотелось, они могут просто написать мне условно в Инстаграме, и мы сможем придумать, как это сделать. Я бы немножко поправила, потому что вы говорите остановить бойню. Мне, например, все равно. Я не говорила остановить бойню. Ну, я имею в виду, да, там, например, как один способ. Мне немножко все равно, по-честному, хотелось бы, чтобы Россия была демократична. Я верю, что только когда она будет демократична, у нас не будет таких угроз. Ну, я говорю, через 50 лет, условно говоря. Но пока Украина может себя защищать, меньше шансов, что Россия будет нападать, и меньше людей умирает. И, условно говоря, наличие оружия, наличие армии, наличие военных в Украине, которые, я не знаю, там по всей линии фронта стоят и не допускают дальнейшую оккупацию, не допускают дальнейшие удары, держат... Вот война, я тоже поняла, там, будучи там, пройдя свой путь от такого пацифиста о том, что там, чем дальше стоит российская какая-то пусковая установка, да, чем дальше отодвигают, если она там где-то, скажем так, пусть будет в Ростовской области, а не в Луганской, да, тем она меньше шансов, что она достанет до Запорожья. Да? Ну, то есть, чем дальше ты отталкиваешь российские войска, а это делается только в военный способ, тем безопаснее тем людям, которые живут. Поэтому вопрос не в остановке. Знаешь, мы можем всегда говорить о том, что, конечно же, Россия может в любой момент... Вот мы говорим о том, что вот что будет, если украинская армия остановится?
Погибнут ли люди? Конечно же, погибнут люди. Что будет, если российская армия остановится? Война прекратится. Все очень просто. Она очень странная, очень простая, эта война. В этом случае, мне кажется, что вопрос не в том, чтобы прекратить просто боевые действия, а в том, чтобы Украина была способна себя защищать, защищаешь ты действительно оружием. Поэтому, конечно же, сейчас там сложно, но я думаю, что поэтому и должно быть побольше толковых людей, и которые как-то останавливают и нас защищают. Но мы же видим, что последние 2 года линия фронта, в общем, не сильно двигается ни в какую сторону. Просто умирают и умирают и умирают люди. Нет, конечно, они умирают. Но в том же дело, она не двигается. Но это значит, что в Днепре люди хоть как-то живут. В Запорожье не оккупировано. И Харьков не сидит на подвалах. А в Чернигове детей не вывезли в депортацию. Вот в чем суть. То есть единственный способ купить жизни одних – заплатить жизнями других. Да, и в этом случае мы говорим про жертву людей, которые жертвуют собой, чтобы спасти других. Это правда. То есть другого способа нету, не существует. Сейчас нет. Смотри, пока, в смысле, продолжение войны, интенция продолжить войну, она как бы зависит только от Путина. В том смысле, что желание продолжать войну, оно как бы исходит от него. Тут ты как бы сколько садись, не договаривайся, пока одна из сторон хочет продолжать дальше как бы нападать и воевать, у тебя нет другого выбора, кроме как продолжать защищать. И, к сожалению, вообще в целом для Украины, для всех нас и для, в общем, нашей части мира, кажется, даже если будет какой-то, мы можем представить, я не знаю, через год, 2, 3, какую-то форму может быть, менее интенсивных боевых действий, но сама по себе опасность возобновления такой войны или продолжения такой войны, она будет продолжаться, ну, как минимум, пока как бы, у нас есть Путин как глава государства. Сколько он будет? Ну, смотри, я вот внутренне настроился на, как бы, что 10-15 лет мы так или иначе будем воевать. Может быть, в разных формах. Это может быть в разной интенсивности. Никакого возвращения к предыдущей жизни, понятно, не будет. Но другой опасность... глобус тоже не подвезут. Мы соседи всегда. Да, безусловно. Но смотри, опасность, интенция и в целом как бы начало этой войны, оно происходит как бы из единственного источника. И пока этот источник есть, 100% сохраняется эта как бы вероятность. Исчезнет ли опасность войны, если Путина или когда Путина не станет, я не знаю. Вопрос в том, что пока он есть, мы все на войне. В переговоры вы не верите? Я меньше. Я попытаюсь это как-то сократить, этот длительный разговор, потому что, наверное, это даже не очень интересно. Я освещала минские переговоры с первого дня минских переговоров. Это был мой как бы бит, да, это была моя тема. Это задавала Путину тебя и вопрос, да, задавала все остальное. Сейчас я и когда-то, иногда, в какие-то моменты я верила, что есть окно возможностей, и какие-то люди сообщали, что возможно сейчас, что-то может быть. Я точно помню, я честно ехала в Париж задавать вопрос там Путину и Зеленскому, что может быть что-то будет. А что там произошло, кстати? А знаешь, мне кажется, что это все была большая шляпа, как говорят, в том плане, что, наверное, украинцы в тот момент поверили, что если они как-то себя поведут по-другому, возможно, можно будет с Россией договориться, но, оказывается, скорее всего, Путин просто играл в игру того, пока мы тут договариваемся, я тут строю мост. Поэтому они не вышли, и поэтому ничего не случилось в Париже. Да. А сейчас мы не видим знака. Мы вообще не видим никакого знака, что Москва готова договариваться. Поэтому вот эта стратегия не того, что нужно держать там, воевать все время, а того, что можем ли мы быть достаточно сильными, чтобы себя защитить, чтобы когда Россия там шлет 100 шахедов, ты отбивал хотя бы 99. И, возможно, если она 10 раз или там 100 раз пришлет 100, и ты отобьешь 99, она поймет, что не нужно посылать каждый день 100. Просто нужно остановиться, потому что каждый их удар там нерелевантен и несет и отбивается. И не нужно этих там... Ну, смотри, есть просто цена ведения войны. Ну, в том смысле, что как бы сколько стороны затрачивают на то, чтобы
просто ее продолжать. Для того, чтобы случились договоренности, для этого должны быть желания договариваться. Часто принимают ошибочно, кажется, на данный момент на вилку, что вот есть война, а с другой стороны есть какой-то мир. Ну, вот я имею в виду в данной ситуации, в которой мы сейчас находимся. Как бы кажется, этого сейчас не лежит в виде предложений. Пока что лежит в виде предложений война и капитуляция. Когда-то война закончится. Ну, в смысле, она не может продолжаться вечно. Это 100%. А как она закончится? Ну, тут вопрос, насколько хорошо мы будем защищаться. Если завтра выяснится, что они вообще там как-то по-своему договорились, и они договорились вот это вот туда, это сюда, это же это как в «Свадьбе в Малиновке», это мое, это обратно мое, никто не будет считать мертвых. Не соглашусь. В том смысле, что влияет в данном случае ситуация, то, что как бы принято называть на земле. Могут ли быть какие-то договоренности, еще что-то? Конечно, могут. Ну, в смысле. Но в конечном итоге как бы важно, что у тебя случилось на поле боя. И исходя уже из этого, да, у тебя могут быть разные инсинуации. Да, в смысле, кто-то как-то это будет использовать в своих там договоренностях и так далее. Но если ты успешно защищаешь эту землю, или, например, там, в чем критерий успеха? Или так далее. Ну, ты не сдал эту территорию, например. То есть, или наоборот отбил. Да? В данном случае отбить это или защитить ты можешь только, если у тебя есть люди, которые готовы это защищать. А если завтра, вот ты находишься на позициях, а если завтра приходят и говорят, война окончена, все свободны? Смотри, это мы снова говорим сейчас про гипотетический разговор. Но эти переговоры идут. Я настроен, что лет 10-15 в разном виде, может быть, с каким-то замороженной формой, но война будет идти. Как бы опасность для Украины, она будет сохраняться в такой, как бы в большом виде, в большом формате. И единственная возможность на самом деле, знаешь, что в войне больше всего людей, многие про это говорят, что их больше всего выбивает с колеи, потому что у них теряется чувство контроля. Ты больше ты ни на что не влияешь. Да, как будто бы от тебя ничего не зависит. И это особенно в первое время после масштабного вторжения, да, это очень сильно демотивировало людей. И единственная форма, чтобы вернуть себе этот контроль, это в данном случае присоединение к армии. Потому что ты тогда понимаешь, что ты делаешь и ради чего ты это делаешь. А то, о чем ты говоришь, что там какие-то большие дядьки договорятся и всех сольют, наверное, такая возможность есть. Но это не отменяет того, что если никто не будет сражаться, то тогда и как бы не о чем вообще будет говорить. Ты приводил пример Крыма. Крым, соответственно, был занят без столкновений военных. Да? Это одна история. Вот у тебя есть пример, как это происходит. Хоп, и все. Или Херсон. Давай возьмем из уже после полномасштабного вторжения. Да? Там были бои, но в целом оккупация Херсона, да, она произошла достаточно быстро. В Киеве, под Киевом, бои были тяжелейшие. Там давали отпор. И ровно этот отпор привел к тому, что потом российская армия отступила. Российская армия ушла оттуда не потому, что она решила с чем-то договориться, а потому что там в том числе потому, что были тяжелейшие кровопролитнейшие бои в Мариуполе, которым, собственно... Безусловно. Ты как будто бы такой приводишь тезис, что абсолютно неважно. Воюют люди или не воюют люди, все равно там где-то наверху договорятся. Но Я говорю, что в конечном итоге решение о том, чем это кончится, возможно, будет принято не по итогам боев на земле. Оно напрямую следствие этих боев на земле. То есть это то, на чем базируются принятые решения.
Но это такой путинский аргумент. Он говорит, а вот мы завоевали, и тогда, вот смотрите, эти все территории наши. Да нет, смотри, это не путинский аргумент. Это вопрос, я же тебе говорю, с другой стороны. В том смысле, что ты как бы имеешь возможность, в том числе и на этих переговорах, занимать какую-то позицию, если ты даешь достойный отпор. Если ты не даешь достойного отпора, то у тебя позиция в переговорах гораздо слабее. Поэтому чем бы эти переговоры вот сейчас, которые идут, или которые будут идти через 2-3 года, будут они там идти или нет, они базируются только на том, как успешно действует твоя армия. Только на этом. Поэтому отделять это от, как бы, что там какие-то дядьки договорятся и всех сольют, от того, что на самом деле происходит на Земле, ну, невозможно, потому что базируется все на том, что как бы, успешен ты на поле боя или нет. Ты начал так думать, подписав контракт, или ты подписал контракт, потому что ты начал так думать? Мое решение пойти служить, оно как бы частично рационально. В нем есть, безусловно, личное, да, есть, как бы, опять же, есть близкие, есть жена, и ты понимаешь, что, ну, как бы, ты должен принимать участие в их защите. Есть глобальная история, она как бы, как украинская, так и российская. Ну, это благородно принимать участие в защите Украины. Это какая-то важная сверхцель. Остальные методы, они в целом себя более-менее исчерпали. То, что мы видим, что происходит в России, настолько несоизмеримое соотношение сторон, возможностей сторон, репрессивного аппарата, пропагандистского аппарата, что в конечном итоге как бы война в Украине, да, и возможность участия на стороне Украины, ну, одно из немногих однозначно очевидных решений, которые есть. Я уверен, что по всему миру очень много разных как бы, людей, россиян, которые мучаются каким-то выбором, они не знают, что делать. Ну, то есть, вот очень характерный пример – начало войны. У меня есть два больших комьюнити. Украинское комьюнити и русское комьюнити. И я помню, насколько было депрессивно разбито все комьюнити российское, которое уезжало, которое еще что-то. Они не понимали, что делать. Они не понимали, вокруг чего собраться. Ради, ну, как бы, что... Они готовы что-либо делать, но просто не понимают, что. Ну, то есть, как бы, подскажите, что... И настолько же собранным и воодушевленным была вся моя украинская как бы, сторона жизни, потому что эти люди точно понимали, что делать. Ну, кто-то пошел волонтерить, кто-то пошел служить. И это было разительно, ну, потому что, условно, ты состоишь одновременно в Телеграме, в чатах вот с друзьями украинскими и с друзьями русскими. И вайбы, да, настроение, особенно первый, вот это было очень хорошо видно в марте, апреле, мае, ну, вот первые полгода. А он был разительно. Насколько как бы одни были собраны, да, и объединены. Настолько же вторые были растеряны и не понимали, что им делать. И вот я к тому, что очевидно, что по всему миру много разных есть как бы, людей, которые до сих пор не, ну, как бы, в которых запал что-либо делать, он сохраняется. Они не знают, что и как себя применить. И таким людям, условно, я буду очень рад. Если они, условно, мне напишут, и мы придумаем, как использовать их запал, умения и желания. Если вам некуда себя применить, приходите убивать русских. Вы можете прийти защищать Украину. Конечно. Это вопрос в том, что как бы, этот путь, он, конечно, наверное, не для всех. Он может быть не единственный. Много можно заниматься однозначно полезными вещами. Он очень простой, я согласна. Он очень сложный. Воевать сложно. Это, ну, помимо того, что это в смысле достаточно рискованно, это очень сложное занятие. Но оно понятное. Мне кажется, просто у большого количества людей, это моя теория, такой запрос на действие есть. И, ну, как бы, если получится как бы, этим людям помочь найти себя, мы с радостью это поможем.
Из того, что я слышу из свидетельств с одной и с другой стороны, люди, которые физические люди, которые держат в руках оружие, друг к другу физической ненависти зачастую не испытывают и не хотят друг друга убить. Ситуация, в которой люди говорят, мы больше просто не хотим. Это по-разному. Это очень странные статистические субъективные данные. Я не могу сказать за российскую армию. Я встречался с российскими военными еще когда был журналистом. Я записывал интервью с пленными в 22 году. Но украинская армия, люди постоянно 24/7 в разных своих ипостасях. Кто-то на позициях, кто-то не на позициях. Но они работают над тем, чтобы не посыпался фронт, чтобы у тебя были доставлены все вовремя на позиции, чтобы отбить тот или иной участок или еще что-то. Поэтому... Не знаю, это как странный тезис, который ты говоришь. Кто-то, наверное, не хочет. Но в целом большинство людей появляется ненависть, конечно же. Потому что у тебя погибают друзья и знакомые, близкие. У меня тут скорее вопрос, а почему мы видим эти видео, записанные, в которых определенные российские военные отрезают голову украинским военнопленным, да, и почему 95%, если не скажем... Видео мы видим с обеих сторон. Нет, мы не видим это видео. Не мы не видим этого видео. Это неправда. Нет, смотри, действительно, то, как ведут себя с военнопленными, это два разных подхода. Война жестокая штука, безусловно, есть, в смысле, нету на ней ангелов, но то, что мы точно понимаем, а это маркер на самом деле, как ты себя ведешь и какие установки у тебя по отношению к военнопленным противника. И это абсолютно несравнимые. Как себя чувствует условно российский военный в украинском плену и украинский военный в российском. Это разные условия. Тут да. Да, мы говорим про невероятное количество людей, которые прошли плен, и неимоверные пытки, да, от реально вырывания ногтей и ежедневных избиения, да, я буквально несколько дней была на дискуссии с несколькими украинскими военнопленными, один из которых был 3,5 года в плену, второй год, которые писали книги и которые рассказывали про эту систему. И поэтому, кроме как ненавистью, это назвать сложно, если тебя в плену методично каждый день. Мало того, что не дают какую-то еду или что-то делают, а буквально избивают, позволяют, гнить, не дают медицинскую помощь, к сожалению. Мы, наверное, перешли к этапу, где это ненависть, где-то... Да, я часто встречаю условно такой тезис, и он немножко перекликается с той, с чем ты говоришь. Особенно в российской независимой среде по поводу бессмысленности. Люди убивают друг друга, непонятно за что, или они устали. Проводят параллель Первой мировой войны. Люди встали в окопах, они непонятно за что воюют, у них просто гибнут с обеих сторон. Сами по себе солдаты, люди в окопах, жертвы большой игре и всего прочего. Но эта война, она скорее не Первая мировая, она скорее Вторая мировая война. Во Вторую мировую войну у тебя абсолютно понятно, кто есть кто и почему кто-то за что-то воюет и умирает. У тебя нету того, что это какие-то непонятные силы с обеих сторон посылают солдат просто умирать за непонятно за что. В данной войне все достаточно, как мне кажется, кристально чисто, про черное и про белое. В смысле, кто обороняется, кто нападает, и почему важно продолжать это защищать, и что будет, если ты не будешь этого делать. Понятно, почему нужно идти дальше продолжать воевать. И здесь в этом смысле люди на фронте, конечно, устали. Большинство из них служат уже 4 года, без перерывов. Но сказать, что непонятно зачем воевать, война другого толка идет. Она идет на выживание и на уничтожение. Мне кажется. Я правильно понимаю, что ты был в Москве в 22 году, в 20-х числах февраля? Как у меня жизнь была после нашей свадьбы. То есть после 17 года я в целом жил между Москвой и Киевом. То есть я
в 2018 году ушел с «Дождя» и в целом стал достаточно мобильный с точки зрения своего проживания, и поэтому я жил как бы там пару-тройку месяцев мог жить в Киеве, пару-тройку месяцев жить в Москве и как бы вот так вот перемещался. Вот у меня был очередной, вот я приехал там условно в августе, что ли, 21-го в Киев, просто там на месяц, на два. Был тогда осень 21-го, это как раз период второго подвода войск к границе. Если ты помнишь, было сначала весной 21-го, первые потом отвели войска, и все вроде перестали говорить. А потом осенью снова 21-го начали российские войска подкатываться. Я как раз все время считал, что, что большая война будет. Там могли быть некоторые ее очертания, как она начнется или еще что-то. Но у меня как раз на протяжении нескольких лет перед вторжением не было скорее сомнений, что она рано или поздно будет. И вот осенью 21-го я понимаю, что она, наверное, вот скоро, ее шансы сильно выросли. Я должен был уехать в ноябре в Москву. Я отложил, потом думаю, нужно, наверное, подождать. В декабре тоже решил, что, наверное, сейчас не лучший момент возвращаться в Москву. Потому что, на момент, если война начнется, или когда она начнется, нужно быть в Украине. Потом мы справили Новый год, мы вернулись в Киев, и я продолжаю понимать, что шансы на это все еще высокие. И потом начало февраля, и вот за эти почти полгода накопилось. Я приезжаю в Москву все равно, неделю занимаюсь своими делами. Я как раз за эту неделю увидел всех своих друзей, всех, кто туда-сюда зашел. Атмосфера в Москве? Тогда, в феврале. Слушай, да... То есть никто ничего не ждет? Не, почему? Многие... Нет. В нашем окружении очень многие ждали. И потом я понимаю, что все, это уже вопрос нескольких дней. То есть уже не вопрос, будет или не будет. Вопрос, он будет завтра или будет через несколько дней. И я возвращаюсь в Киев. У меня даже где-то билетик есть. Там была пересадка в Варшаве. Посадочный билет Москва-Варшава. Если я не ошибаюсь, это 22 февраля. Что-то типа такого. И все. Там через пару дней война. А ты в этот момент понимаешь, что все будет? Я, честно говоря, до утра не верила. Не верила? Нет. Потому что я долго себе это всем объясняю, что, мне кажется, все равно есть что-то человеческое верить в лучшее. Знаешь, ты не можешь поверить, что люди могут быть настолько ужасными. Ты как-то просто по-человечески. Я потом с очень многими говорила, в том числе украинскими губернаторами, политиками. Мне кажется, есть вопрос, почему многие украинцы не верили. Ты как-то живешь и думаешь, все-таки ты надеешься, что, может быть, у людей есть что-то там, знаешь, такое, что не даст им это сделать. Я, в принципе, начала работать много и ездила там под Луганск, там, в станицу. Вот просто по линии фронта, по-моему, за неделю специально, чтобы там понять настроение, где ничего не происходило. И я прям, правда, писала статью о том, что войны в таком виде не будет, скорее всего, начнется с Донбасса. Что-то будет в Донецке, снова будут играть в эту всю историю, что украинцы спровоцировали. И вот там, возможно, начнется война, в которой она выйдет за вот эту стабилизированную линию, которая там держалась много лет, и вот тогда она может распорошиться. Но о том, что Киев будут бомбить, мой мозг отказывался. Да, интересно, что в эти же дни выходит статья в «Коммерсанте» журналиста Саши Черныха, в которой он пишет, что стоят танки, стоят бронемашины, и все это напоминает подготовку абсолютную к полномасштабному нападению, пишет он в «Коммерсанте» 20 или 21 февраля. Потому что таким и являлось. Мне кажется, не потому что я там верила, что там что-то у Путина в голове есть или какой-то позитив. Просто казалось, что его стратегия, в принципе, была успешной. Вот этого запутывания, запугивания, каких-то там игр в ООН, где нужно обвинить Украину, всех запутать, чтобы ей не помогали. И мне поэтому казалось это более логичным, чем вот так вот пойти в-банк и сразу понять, что ты там агрессор, да, и что вот так прямо ее вести. Хотя, видишь, мы ошиблись, он по-другому вел. Да, мы ошиблись, мы все ошиблись.
Ты в 14 лет стал журналистом? Ну, как бы, что такое стать журналистом? Если это первая профессиональная работа в журналистике, то я в 11 классе официально был трудоустроен в таком B2B-шном журнале «Новости СМИ». Я ушел в экстернат, и вот я работал. Почему-то как-то так вышло, что я вот со средней школы, класс, наверное, 6-7, понимал, что пойду в журналистику. Мы в школе делали газету, школьную газету вместе с моим лучшим другом. Он был главный редактор, я заместитель главного редактора. А у нас школа такая, она в центре Москвы, напротив Третьяковской галереи была. Эта газета привела к отставке директрисы нашей школы, которая была несменяемой директрисой на протяжении 20 с лишним лет. И это было первое завоевание независимой прессы на нашем пути. Там, на самом деле, история немного смешная. То есть газета как газета, называлась «19 Newspaper». А потом в Москве вводили формы. Форму, в смысле, обычную для ношения. И в газете было напечатано по этому поводу интервью без купюр с неравнодушным 11-классником. И неравнодушный 11-классник, помимо того, что какая школьная форма шляпа, и почему это полный отстой, и вообще мы не будем подчиняться этому. Это был большой, я помню, это как бы в старших классах была большая аллергия на введение формы. И помимо этого, как бы и директриса у нас как бы полная дура, никто ее не уважает, невозможно. Все как бы было крайне негативно по отношению к директрисе, которую, как-то ее почему-то не очень любили. Но при этом нужно понимать, директриса с 80-х годов, такой абсолютный матриарх школы. Она в 80-е смогла выбить это красивое, классное здание напротив, как бы через речку от Кремля и Третьяковской галереи, с одной стороны. А с другой стороны, в 90-е, кажется, в ее кабинете половина девчачьего туалета было отрезан под ее ванну. Как бы власть развратила. И понятно, что за эти годы было много в такой школе каких-то влиятельных родителей, и они написали кляузу в какой-то момент на нее в Министерство образования и приложили в качестве аргумента эту газету. Представляете, даже в школьной газете они пишут, вот не ЛСБ, и ее отставили. Вот. А потом я поступил на журфак МГУ. Но на журфаке МГУ я как-то все время скорее... Мои главные были попытки не вылететь оттуда, нежели там учиться. Но на втором курсе я попал на «Дождь». Когда «Дождь» только еще запускался. И вот «Дождь» уже действительно, он как бы институционально мне подменил университет. С точки зрения того, что ты формируешься как человек, ты формируешься ценностно, формируешься своими окружением, знаниями. Сейчас общаешься с журналистами «Дождя»? Да, конечно. У меня есть как бы несколько близких людей, с которыми мы регулярно... Некоторые из них бывшие сотрудники «Дождя», кто-то до сих пор там работает. А какие у тебя были мысли по поводу кейса «Наши мальчики»? Когда журналист «Дождя» в эфире, говоря о российских военных, сказал «наши мальчики», и это стоило, в общем, ему места на «Дожде», телеканалу «Дождь» лицензии в Латвии и, в общем, больших пертурбаций. Слушай, Леша Коростелев достаточно близкий мой товарищ, собственно, с кем это все приключилось. То есть я снимал что-то для «Дождя» время от времени во время войны. Вот. А, к сожалению, бывают такие случаются такие вещи, которые, может быть, не имели в себе. Он, естественно, не имел никакой в себе интенции, ни разу не поддерживал российскую армию или все остальное, но накал страстей, эмоций и всего остального такой. Но он не говорил «мальчики», кстати, он сказал «наши солдаты», по-моему, или «наши военнослужащие». Неважно, сейчас цитату прямую переврем 25 раз, за то, что было боязно. Вот. Я сопереживал в целом все, что происходит с «Дождем». Мы с Лешей периодически общаемся. Ситуация была... Там, к сожалению, не было хороших вариантов выхода. То есть были либо плохие, либо очень плохие. Но с точки зрения тебя нынешнего, журналист российского телеканала имеет право говорить про военнослужащих России «наши»? В целом, это считалось моветоном. Говорить «наше правительство», «наше это». До следующего уровня отстранения – это страна. Нет. Смотри, не нужно ты в данном случае перегибаешь. Ты не
не говоришь в пренебрежительном тоне, но вопрос, в какой степени ты себя ассоциируешь. Вот с Путиным. Путин твой президент? Путин президент России. Он твой президент? Я за него не голосовала никогда в жизни. Но Вопрос он президент градации. России, моей страны. Он, безусловно, президент России. Но по такой же логике, в целом, у тебя все, что связано, в смысле, то, что действует государство, да, ты как бы либо ассоциируешь себя с ним, то есть, либо не ассоциируешь. У меня никогда не было как бы мысли произнести «наши мальчики». Ну, так как-то вышло. Вот. Не в 2014 году, не в 2022. По поводу российских военных. С Ильей Васюниным вы в каких отношениях? Мы очень давно не общались. Я думаю, последний раз мы общались... Ты тоже твой коллега бывший? Да, на «Дожде» вместе работали. Помню момент, когда он сказал, что он уходит на Rush Today. Я не помню, какой это был год, но тогда мы с ним как-то еще как бы пересекались. Я помню, меня это в целом как-то покоребило. Ну, а дальше мы просто не общаемся. У меня нет каких-то к нему сложных эмоций. Мы вместе работали на «Дожде», да. У нас были хорошие отношения, когда мы работали. Ну вот, он выбрал свою сторону. Ну, он вот. тоже выбрал сторону, да. То есть он теперь военкор, который вместе с российскими военными частями участвует в войне с противоположной тебе стороны. Ну да, да? Да. Есть вероятность того, что однажды ты увидишь его не в прицел, но, по крайней мере, вот в камеру видеонаблюдения дрона. Ты сможешь, кстати, узнать, как это устроено? Ну, это маловероятно. Все мы видели миллионы разных видео с дронов. Нет, это практически невозможно. По-разному бывает, там видно иногда. Да, но это исключение. Чисто математически это очень маловероятно. Ну, то есть ситуация, когда как бы более глобальная, вот он избрал участие в этой войне вот на стороне пропаганды. Я избрал на другой стороне активными действиями. Вот она такая, да. По поводу того, что кто-то кого-то увидит в прицел, маловероятно. Если говорить конкретно про такую ситуацию. Ты думаешь о людях, которых тебе приходится убивать? Сама машина, да, военная машина, да, устроена таким образом, что, конечно, ты, у тебя есть задача. Вот у тебя есть, например, идет штурм на твоей позиции. Да, вот у тебя есть задача, чтобы вражеские пехотинцы не захватили позиции твоего подразделения. Ты не думаешь о том, кто эти люди, которые пытаются зайти и убить твоих соратников, конечно. Потому что ты понимаешь, что это, тогда они придут и убьют твоих побратимов и твоих друзей. И в целом это более глобальный вопрос. Они пришли убивать тебя. Если ты не будешь этому противостоять, то это и случится. Ты не будешь отвечать, то просто в конце концов жертвой будешь ты. Потом будут твои близкие и так далее. В этом смысл войны. Они пришли убить или подчинить тебя или твое окружение, страну целую и так далее. Что за жизнь была в твоей семье, что ты оказался в школе через речку от Третьяковской галереи в общем, таком абсолютно, с моей точки зрения, с провинциальной, такой с серебряной ложкой во рту? Да не, наоборот. У нас достаточно была бедная семья. В смысле, просто... Серебряная ложка во рту – это метафора, да, с возможностями. Родился в центре Москвы, ровно поэтому и ходил в школу в центре Москвы. Наша школа была тогда... я пошел в школу в 98-м, в том смысле, что были те, кто просто родились в центре Москвы и были из не очень обеспеченных семей. А были уже дети новоришев, богатых родителей, которые отдавали туда своих детей. И
Ну, это был достаточно занятный какой-то симбиоз. Ну, твоя семья – это москвичи. По одной из как бы линий родители были, они химики были. И вот квартира, которая там в советское время оказалась у них. Ты младший или старший брат? Средний. Средний, а вас трое? Да. Как вас растили? То есть я так понимаю, что ты в шахматы играл? Слушай, я был очень активным ребенком. Я как бы всегда, везде... Я помню, в какой-то момент, вот мне было, наверное, лет 7, мы как раз переехали в новую квартиру. Вот это, там, они буквально соседние были, в смысле, по улицам. И я пошел в там, дворец пионеров, который был рядом с домом. Там у нас на Павелецкой. Вот. И я записался сразу там на рисование, шахматы, программирование и там еще на что-то. Всех твоих биографов поражает твое участие в хоре «Веснянка». Ну, биограф – это очень громко сказано, но «Веснянка» – большая часть моей жизни. «Веснянка» – это отдельная история. Это одна из главных детских хоровых студий российских. Да. Это прям... Ты знаешь, что ты до сих пор на них на сайте числишься? Ну, в общем, это, вероятно, изменится. Это не будет никаких на эту тему тяжелых эмоций. Нет, просто для меня это большая часть была жизни. Я там пел с 3 лет. Там такая система нескольких детских хоровых студий по год, по 2. Вы растете, а потом есть старший хор, который основной, который ездит с гастролями по всему миру. Ну и, наверное, я выпустился то ли в 13, то ли в 14 лет. Это действительно большая часть твоей жизни. Я не пою сейчас, кроме как, наверное, в душе, но как бы для формирования меня это было очень, очень важно, да. И у меня был бассейн, у меня был акробатический рок-н-ролл, у меня было... Ну, я был таким мегаактивным ребенком. То есть родители в тебя вкладывали сердце? Совсем в детстве это, наверное, как бы это шел импульс от родителей, но потом я это как-то все сам. Потом, собственно, у меня уже... Потом уже началась там старшая школа, университет и дождь и так далее. Кем ты мечтал быть в детстве, до того, как ты... Актером. У меня есть, наверное, до сих пор профайл на киностудии Горького, наверное. Мне было лет 10. Можно сделать было, там ты платишь типа 100 рублей или 500 рублей, неважно. И тебе делают профайл как детского актера для того, чтобы, когда они там смотрят, я мечтал быть актером. Меня там отсняли. Это был 2001 год. Я хорошо помню, что это 2001 год, потому что почему-то все вокруг как раз обсуждали 11 сентября. Потом это как бы легло куда-то в их картотеку. Меня вызывали пару раз потом за последующие несколько лет на какие-то кинопробы. Я один раз прошел. Это был фильм Рязанова «Андерсон». Какая-то небольшая роль. Но я не смог туда войти, потому что у нас были с хором гастроли в Лондоне во время съемок. Журавли. Солист Петр Рузавин. Мне кажется порою, что солдаты кровавые, не пришедшие бои. Твой подкаст. В какой момент ты понял, что это не просто дневник того, как ты поступаешь в армию, а твой подкаст именно? Я изначально так и думал. Мы делали с Наталочкой подкаст, когда были журналистами. Да. И это просто его, по сути, второй сезон. Просто вот такая вот его форма. Вот подожди, но «Хуй войне» – это все-таки некоторое отстранение твоих. То есть я против войны вообще в целом. Да, смотри, ты сейчас говоришь про название. Название, когда выбирал. Я говорю про декларацию. Ну, декларация была про... он был журналистский. Там внутри есть есть Петя, есть Наталочка. Вот с ними что-то происходит. Они как бы либо часть, условно, как журналисты этих событий, либо просто собирают, с кем-то говорят и еще что-то. Ну вот этот подкаст в целом, он через несколько месяцев он закончился. Я имею в виду, в первые месяцы войны было много всего, ты это все освещал и все пытался собой объять. Ну и в целом, насколько могли, мы это объяли. А потом уже было непонятно, о чем рассказывать, как рассказывать. И у него случился, скажем так, в подкасте некоторый творческий кризис. Он просто взял паузу.
И за время пути вот некоторые герои первого сезона решили себя переосмыслить. И вот начали выпускать второй сезон подкаста, который вот «Петя на войне». Он такой немножко фэнси, да, на мой взгляд. Ну, то есть там какая-то такая подача информации, как будто бы ты приходишь в магазин H&M штаны выбирать. А вообще-то это про войну. То есть он тебе показался слишком жизнерадостный? Да, то есть он мне показался сделанным как веселая история. Ну смотри, я ничего там особо не утаивал. В том смысле, что здесь сказать, что возможно какая-то бравурность, правильно сказать, есть такое слово? Бравада в этом была, да, но что-то, что я, знаешь, какие-то неудобные вещи или что-то еще утаивал. И он там нет слишком... неудобных вещей. Вот, я про это говорю. Там не было ничего такого, чтобы я бы утаивал. Но если говорить, его рассматривать с драматической точки зрения, в этом смысле оно заканчивается ранением, оно заканчивается в смысле повествования, вещами, которые меня пугают как человека, как военного, как командира экипажа и так далее. И в этом смысле он не врет, что вот есть только какая-то такая веселая сторона войны, приходи, и так далее. Потому что мы обсуждали с несколькими моими знакомыми после этого. Когда тебе командир объясняет задачу твою, да. Прилетел, въебал, улетел. Смотри, это как раз это такой подсмотр за кулисами. В этом смысле, как это условно у тебя в конкретном моменте устроено. И так оно Я все понимаю, когда речь идет просто о военных, это просто военные. Да. Ты все-таки человек, который в состоянии формулировать и чуть-чуть генерализировать и осмыслять. Так. Да, и ты прилетел, въебал, улетел, там вообще-то люди были. Так, но эти люди, они же там не просто так, они пришли тебя убивать. Это же, смотри, возможно, некоторые не приходили, возможно, некоторые жили в своем доме. Ой, нет, даже не начинай. Смотри, прилетел в этом, вот там, где проходит наша линия боевого соприкосновения, это просто леса, в которых живут военные в блиндажах, которые накапливаются и пытаются штурмовать наши позиции. Сейчас мы можем уйти в такую сторону такого теоретического размышления по поводу... Во время любых боевых действий гибнут мирные жители. Безусловно. Так? Безусловно. Да. В данном случае, если мы уж рассматриваем конкретный кейс конкретного нашего фронта, в смысле, где непосредственно я летал, это просто леса с блиндажами и с окопами. Это не то. Есть ли люди, которые случайно погибают во время боевых действий? Ну, конечно, есть. Это, в смысле, во время боевых действий всегда происходит. Если ты возвращаешься к эпизоду из подкаста, нет, там гражданских нету. В смысле, их просто нету, потому что это окопы. Конечно, у тебя может гражданский прийти в окопы в лесу, но непонятно, зачем тогда. Мне кажется, что как раз это и интересно в какой-то степени. Я показываю, как это, мне кажется, всегда это самое интересное, как это происходит на самом деле, да, вот это самое за кулисье. В этом подкасте это отчасти показано. Но по поводу того, что ты говоришь, такого про это я даже просто в конкретном случае, это там даже шансов нету с гражданскими, просто потому что их нету. При этом я не говорю, что гражданские не умирают от каких-то случайных. Да, конечно, к сожалению, умирают. А ты об этом думаешь? Твое соучастие. Мое соучастие в смерти гражданских? Слушай, война – это, к сожалению, непрекращающийся цикл насилия. Обе стороны максимально пытаются друг друга уничтожить. И внутри этого, к сожалению, происходит и гибель гражданских и прочее. Но это, к
К сожалению, это данность такая. Но меня поразило одно из твоих высказываний на тему того, что война – это самое масштабное и впечатляющее из того, с чем ты сталкивался в жизни, что это на тебя произвело большое впечатление. Нет, ну, безусловно, это концентрация всего, как бы и с этической точки зрения, и с эмоциональной. Ты действительно понимаешь, кто чего стоит, кто, на кого ты можешь рассчитывать, на кого ты не можешь рассчитывать. И это, на самом деле, вопрос не только про то, что ты вот сидишь с друзьями там, в блиндаже и так далее. Он в целом насыщенное и концентрированное. Нет немножко у тебя ощущения, что вдруг вот ты не стал актером, да, а это одна из тех ролей, которую ты играешь? Нет. Ну, смотри, это же... Смотри, мне кажется, такое... Что как будто бы ты до конца не веришь, насколько все серьезно. Такое... Меня несколько раз в целом достаточно просто могли убить. Я понимаю в целом серьезность момента, чем я нахожусь, чем я занимаюсь, к чему это приводит и с моей стороны, и как у меня не много погибших друзей, которые вместе там со мной служили. Да, я понимаю, чем я занимаюсь, и всю серьезность момента. Конечно, это не роль. Скорее, я пытался, как из журналистских лекал, подойти к войне, да, пытался применить журналистский KPI просто к выполнению работы или еще что-то. Он где-то работает, где-то не работает. Совсем не так. У вас есть момент в подкасте, где вы с Наталкой говорите о том, сколько ей заплатят в случае, если тебя убьют. Да, там есть какие-то... 15 миллионов. По-моему, такие деньги, да. Я так думаю. Кажется, такая сумма, да. Контракт на 3 года. Такой же, как у украинцев во всем. Тебе даже 15 миллионов заплатят, если меня убьют. Я поделюсь. Со мной? Нет, с семьей твоей, со всеми. Хорошо. Поделюсь по-честному. Мне теперь все не осталось. Что, еще зарплату платить будут? Как вы познакомились? Летом 2015 года я приехал в Киев просто в отпуск. В целом, я как журналист «Дождя», я не был украинским корреспондентом. Там был Тимур Олевский, был еще кто-то, кто ездили на Майдан, потом ездили на Донбасс. А ты хотел? Вот. Я хотел, но у нас почему-то как-то не складывалось. Я работал из студии. Работал как ведущий, и как шеф-редактор. Я видела твою эмоциональную реакцию на то, что ты хотел бы там быть как раз в студии «Дождя». Ну, наверное. Это я сейчас не помню, но безусловно. Но я не был никогда украинским корреспондентом. При этом украинских друзей на тот момент, еще в 2015 году, комьюнити российских независимых журналистов и украинских, оно было достаточно плотное и совместное. Были, в общем, друзья в Киеве, можно было спокойно приехать. И вот я приехал к подруге, и она сказала: слушай, пойдем сегодня, день рождения у начальницы. Вот. И, собственно, пришел на день рождения к начальнице, а вот начальницей была Наталочка. А на тот момент была главой Громадского. И как-то мы так познакомились, и все. Оно как-то очень быстро все сложилось. И потом... Твоя версия? Моя версия такая же. Тем более мы сидим рядом. Да, мы, в принципе... Так, а что, если бы не было, ты по-другому бы сказал? Нет, такая версия. Потом мы как-то немножко общались онлайн. Где-то даже, по-моему, Петя в студию к нам пришел на следующий день. Я человек прозорливый, я сразу знаю, кого нужно... Кавказом занимался, нужно позвать. Полезно что-то там рассказать. А потом мы общались, потом, я так понимаю, Петя на Новый год приехал. Да, приехал, через несколько месяцев на Новый год. И, в общем, нам очень удобно отсчитывать с момента нашего знакомства, потому что он ровно по дню рождения Наталочки. А потом ты переехал на Новый год, поэтому легко запомнить. И версия поэтому одинаковая всегда. Да. Кто кому сделал предложение? Ну, тут, кажется, разнятся... У нас я не делала, не делала. У нас разнятся воспоминания, как это было сделано. Но сделал, конечно, я, да. Сколько у вас разница в возрасте, извините? Я на 8 лет старше. 8, да. Я зато узнала, что у Пети сын,
очень взрослый. Да, я не могла понять, что тут не то, как у человека может быть, там, я не знаю, во сколько-то там лет. 17. Ну, уже 17, тогда было не 17, да, но поэтому я вообще считаю, что тут Петя компенсирует взрослым сыном свой юный возраст. Потому что если их двоих сложить, то вообще они оба старики. Ну, если... А кто у вас главнее в семье? Главнее? Ну, конечно, Наталочка. Я. В смысле, это вообще Я, в принципе, всегда главнее во всех семьях. А, ты же начальница? Наталья Петровна. У вас свадьба была в Беларуси? Да, нам тогда казалось, это хорошая идея. Это была хорошая идея. Это была хорошая идея тогда, Хорошая в 2017 году, в августе, в Минске. Да. И она, соответственно... Ну, то есть там тоже уже есть политзеки, уже, значит, там Лукашенко не первый год... странный рассвет. Смотри, там был во-первых... какой-то момент, мы же тогда все летали в Москву через Минск. Да, не и было он открылся. не было. Он как-то резко, странно Минск открылся, потому что случайно этот Место город... выгодоприобретатель до 22 года ездили поезда, прямого авиасообщения между Украиной и Россией не было, все летали через Минск. Ну, то есть, как бы Минск был основной, при том, что много летали, продолжали много летать. Аэропорт расцвел, они даже как-то отменили визы для американцев и европейцев, которые могли прилететь без визы в то лето. То есть там был какой-то такой... Ну да, но это не так, в смысле, как бы все равно Беларусь, безусловно, оставалась Беларусью, Лукашенко оставался Лукашенко, но в какого-то внутреннего противоречия устроить русско-украинскую свадьбу тогда в Минске в 2017 году у нас как бы не было. Вот. Более того, мы потом под этим поводом съездили на протесты. Да, мы как раз, годовщину. нас когда КГБ как бы спрашивало в 2020 году, когда приехали, уже был отключен весь интернет, это был день выборов. Вот. А еще до начала протестов, да, они нас вполне... Они даже проверяли, когда у вас там свадьба. Смотрите, свадьба, третий год. Свадьба, третий год мы тут в Минске справляли. У тебя были проблемы, вопросы такие, ну, скажем, тебя недоуменные по поводу того, за кого ты вышла замуж в Украине? Учитывая то, что все-таки это такое время роста националистических настроений. А у меня была другая история. Она не самая приятная по той причине, что у нас был конфликт в середине коллектива. Предыдущий глава нашей телестанции украл деньги. И как бы мы занялись условно чисткой корпоративной, и пришлось мне взять на себя эту роль человека, который там вводит на псовет, разговаривает с донорами, чтобы как-то решить эту очень некрасивую ситуацию, которая длилась как раз ровно весь тот год. И поэтому я и так была под большим прицелом. И поэтому была, правда, не очень, скажем так, скорее неприятная ситуация, потому что я вообще не очень люблю говорить про свою личную жизнь, в принципе. Ну, не люблю. И у нас была свадьба, я помню, в пятницу, в субботу была церемония, да, и типа мы потом уехали, условно, то, что называется, медовым месяцем. Я один день не открывала почву. Вот, и потом, когда мы доехали, увидела, что какой-то скандал, и там какие-то там статьи. Было довольно неприятно. Как бы хотелось в эту неделю ничем не заниматься и не отвечать на там какой-то там людей, которые пришли с плохими комментариями. Поэтому мы просто пережили это. Но потом зато было смешно. Я ходила по Киеву, и все меня поздравляли. Ты встречаешь какого-то там министра случайно? Он говорит, поздравляем. Я такая, о господи, все знают. Это использовано было в свете каких-то других разборок, поэтому это скорее воспринималось, ну, то есть там есть другие вещи, за которые мне прилетало. Я, например, там очень либеральный человек, и мы там всегда поддерживаем там, ЛГБТ-прайды, да, там, условно говоря. И всегда от каких-то людей там прилетает тебе, потому что все равно была в позиции руководителя медиа, которые занимают более либеральную позицию, в которой всегда найдутся какие-то хейтеры, и это всегда был такой сложный вопрос маневрирования. Если бы я была не руководителем, мне было проще. Я, честно говоря, могу как-то сказать категоричнее, но так ты несешь ответственность за организацию и как-то пытаешься, с одной стороны, сгладить углы, но ну так, да. То есть прилетело, но немножко в другом контексте, я бы так сказала. И поэтому, наверное, и было важно иметь конкретно свадьбу. Украинка пострадала за любовь к русскому парню, как написала кремлевское какое-то издание. Да, что-то такое. Да, но мне было тем более важно, что это была как бы, ну, мне кажется, даже хорошо, что формальная свадьба, и что там все знали. Я могла спокойно говорить, да, у меня там муж, гражданин России, независимый российский журналист. А у тебя были проблемы?
Ну, я так понимаю, что до сих пор некоторая часть Украины тебя не принимает. Я думаю... Какая? Ну, та, которая, например, хотела бы, чтобы ты давал интервью по-украински. Во-первых, я могу давать интервью на Ну, украинском. ты сейчас дал одно интервью по-украински, Это да. было первое, да. В целом, кажется, нету никаких. Наверное, есть какие-то люди, которые я могу вызывать раздражение чем-то. Но я, если честно, так вот, чтобы мне кто-то вот за время моей службы их как-то каким-то образом Не служба, публично жизни. или не публично, да и жизни тоже. Ну, Мне кажется, как раз твоя служба здесь... больше развернула к тебе, Смотри, я не то, что... расположила к Смотри, себе я людей. как бы я человек маленький. Ну, в смысле, как-то мы так рассуждаем в каких-то вот понятиях. Там, Ты вот человек маленький, но публичный. Ну, тоже маленькой публичности. Говорить о какой-то части украинского общества, которое я не принимал, ну, это какие-то... Да нет, у меня не было никогда никаких, кажется... Да, ты что-то слушай, помнишь? нет, после 22 года работать российскому журналисту в Украине было сложнее Конечно. с точки зрения допуска. И, наверное, частично я все-таки думаю, что это и причина. Потому что, ну смотри, все равно там есть какие-то... Нет, ну, слушай, я в целом в 22 году, при том, что были какие-то сложности, безусловно, но сказать, что я в чем-то себе отказывал, да, были какие-то вещи, которые срывались, куда-то я не мог поехать. Но сказать, что я вот что-то такого принципиальное я бы хотел сделать, да, во время войны, как военкора, и у меня этого не получилось, да, может быть, это сложнее было делать, чем, условно, среднестатистическому украинскому журналисту, да, кто-то не будет с тобой говорить, кто-то куда-то не пустит, какие-то военные или еще что-то, потому что ты, как бы, типа, русский журналист. Но сказать, что вот я вот прям вот совсем не мог как бы работать, да нет, я в целом, ну, у меня все более-менее получалось. Ну, понятно, что вопрос службы, вообще все вопросы закрыл однозначно. То есть тут вопрос в том, что если, возможно, россиянину в Украине нужно как-то объяснять свою позицию, потому что непонятно, мало ли какая у человека позиция, да, если это российский журналист. Но если человек служит в украинской армии, что еще нужно объяснять, да? С твоей точки зрения, как Петя изменился за время службы в армии? Или того, что он называет работой на войне? Не работает. Трудом. Да. Трудом. Ну, ты тоже к этому относишься как к работе. Это работа, по-моему, ну, есть... Во-первых, Петя очень много работает. Я правда говорю, у нас в семье всегда казалось, что я очень много работаю. Ну, и я люблю работать. И мне всегда казалось, ну чего он там вот это... Там, я не знаю, отдыхает, так. спит и еще что-то. А сейчас я просто понимаю, что он круглосуточно работает, и это просто невероятно. Это в чем выражается? Ну, ты просто понимаешь, он встает в 5 утра, ложится в 2 часа ночи, встает в 5 утра, и так без выходных уже несколько лет. Ну, там ситуация меняется. Да. Мне не кажется, что ты стал как бы жестче или как-то нет. Есть моменты, когда... кажется, что есть типа среда, и ты к чему-то начинаешь относиться чуть-чуть более, скажем так, прагматично к каким-то вещам. Но на самом деле не очень изменился. Просто по-человечески я не скажу, что я заметила что-то такое. Просто организованнее стал. Ну, когда человек видит смерть или когда он причиняет смерть, он меняется. Это необратимые перемены в человеке. Мы все видим смерть. Постоянно. И разные обстоятельства. Я не думаю, что люди меняются, причиняя смерть. Тогда мы говорим о том, что все миллионы тех военных, которые там служат, поменялись. Конечно. Нет, я не думаю. Изменения людей на войне, они субъективны. Во-первых, это напрямую зависит от опыта, который ты переживаешь. Очевидно, что опыт... Подожди, давай зафиксируем. Но ты считаешь, что Петя не поменялся? Я считаю, что не поменялся. Тоже так считаю. Ну, в смысле, в целом, ну, то есть, есть какие-то вещи, которые во мне изменились, но сказать, что я как-то принципиально... Слушай, ты мальчик из благополучной московской семьи, который пел в хоре, играл в шахматы, и вот. Но, подожди, так о чем это противоречит? Все люди, которые воюют в Украине, это мальчики из благополучных семей. Ну, они могут, семей. не все, но в смысле, там тоже разные бывают. Харьковских, Херсонских. Да. Все люди разные. Нет, но я имею в виду в том, потому что в украинской армии есть свои мальчики из своих хоров, из своих... Все мои киевские хипстеры воюют, некоторые там в службе спецопераций. Тоже нужно понимать, да, как бы опять, как бы украинская армия, она,
она народная, в том смысле, что там абсолютно весь срез общества. Да? То есть те люди, которые пошли массово в 22-м, потом пошли дальше в 23-м, 24-м, 25-м и так далее, они пришли отовсюду. То есть там нет исключений в смысле срезов, достатков и так далее. И поэтому вот эта оптика, что условно армия это что-то, не... Армия – это место, где все упрощается. Есть люди... В том смысле, что армия – это какое-то место, в которое одни для нее созданы, а другие не созданы, но это не про украинскую армию. В том смысле, что она народная, в смысле, что она представитель всех слоев общества в ней. Ну и что упрощается? Что там упрощается? Мне кажется, там просто сложнее. Нет, просто это другая какая-то... армия – это специфическое место, безусловно. Но я не понимаю, почему... Стал ты взрослее, стал ты жестче, стал ты сентиментальный или наоборот? Да нет. Конечно, человек, который там проводит как штурмовик месяцами в каких-то операциях, его эмоциональные переживания, они там несколько другие и так далее. Но... Это просто чисто физиологическая вещь. Больше контузий, больше адреналина переживаемого и так далее. Но, опять же, про себя у меня было тоже в подкасте, скорее, был такой вопрос к себе в одном из каких-то эпизодов. Каким образом я, когда буду слушать этот подкаст, в данном случае это было через год или год с лишним, да нет, в целом принципиальных изменений во мне нету. Я пережил какой-то опыт, я, очевидно, из него делаю выводы, я рациональные, практические, я больше знаю в каких-то вещах, да, я понимаю больше про войну, про тактику, про БПЛА и прочее. Но я все тот же Петя Рузавин, просто теперь с другим опытом. Но принципиально я не поменялся. Мне вообще кажется, что по крайней мере, я смотрю на своих знакомых и на людей, мы все стали добрее и мягче. Потому что, по крайней мере, так себя чувствую я. Да? Ты вместо мира конкуренции, где сосредоточен на чем-то таком материальном, ты очень хорошо понимаешь, что важно, что нет. Почему отношения важны. Ты можешь больше прощать. Ты можешь как-то теплее относиться. Ты живешь... ты понимаешь, к любому человеку, с которым ты говоришь, будь то таксист и продавец, ты знаешь, что он прожил такую же тяжелую ночь, как ты. Ты видишь, едешь в поезде с военными, да, и думаешь, что пережил этот человек. То есть ты как-то становишься более сострадательным и человечным, потому что ты понимаешь, что жизнь важна, что важна поддержка, важна какая-то взаимовыручка. Ты скорее будешь помогать чужому человеку, чем раньше, потому что понимаешь, что в какой-то ситуации кто-то тебе поможет. Поэтому я, в принципе, это очень парадоксально. Я не говорю, что это о всех. Да? Кого-то она, наверное, делает жестче, кто-то ненавидит. А кого-то она делает мягче и человечнее. Мой опыт общения с людьми, в том числе и с военными, да, они могут быть... возможно, еще более жесткими где-то на поле боя, но они становятся еще, нежнее с людьми, которые рядом. И, например, мне очень интересно смотреть, как некоторые военные, да, я не говорю все, заботой они живут о своих, побратимах, да, о своих сослуживцах. И я вспомнила, да, про этого парня, я с ним говорила, меня впечатлил, морпех, который был 3,5 года в плену. И он вышел 2 месяца назад. Знаешь, он сидел где-то в Сибири. Он сказал, что его накачивали пропагандой. Он до последнего не знал, не оккупирован ли Николаев. Их очень жестко пытали. Он был потом в разных местах. Где-то, мне кажется, в последнее время где-то под Алтайском крае. И знаешь, он тоже говорит, наверное, тоже наши поступают. Но нужно понять, что человек с весны 22-го был в заперти. И он говорит, а вот ты бы как бы относился, если бы у тебя были российские военнопленные? Он говорит, никогда бы пальцем не тронул. Потому что я не хочу, чтобы кто-то пережил такое же. То есть, понимаешь, и это не значит, что все такие. Кто-то другой хотел бы отомстить. Но он конкретно, и ты смотришь на него и думаешь, ничего себе,
3,5 года его вывод, что я бы никогда ничего не сделал, потому что я был на его месте. Это большой вопрос войны, почему одни люди поступают так, почему одни становятся, скажем так, ведут себя героически, жертвуют, помогают, другие нет, другие, я не знаю, там, уезжают, заботятся только о себе, ведут себя эгоистично. Мне кажется, это вообще самый большой парадокс войны, потому что война плохая, но мне кажется, она скорее подсвечивает человека, да, ну, скажем так, и какие-то те вещи, которые в нем в середине, она его как бы их... Да, человек скорее не меняется, в человеке просто развивается то, что в нем и так было. Ну, то есть это просто оно может как бы за всю жизнь как-то и не расцвести в какую-то сторону, потому что нет такого мощного бустера, да, эмоционального в виде военных действий. Вот. Если послушать вас, Наташа, то есть ощущение, что все мужское население Украины с большим энтузиазмом идет защищать Украину. Если посмотреть с другой стороны на разные паблики и на разные журналистские, в том числе истории, есть ощущение, что это как минимум не совсем так. То есть как в России люди укрываются от мобилизации, так и в Украине от ТЦК. Мы не говорили о том, что все мужское население Украины рвется в бой. Мобилизация – процесс болезненный для общества, безусловно. Просто проблема в том, что альтернативы мобилизации нет. И если не будет мобилизации, будет капитуляция. Может ли она делаться менее болезненными методами? В смысле, не такой, потому что сейчас, что любят поднимать, ТЦК, ТЦК это такая важная составляющая медиапространства и мобилизация с улицы и так далее. Наверное, можно делать. Я не эксперт, это рекрутинг. А ты себя останавливаешь от того, чтобы это комментировать? Потому что не мне с русским паспортом про это говорить. Я скорее украинский военный. Как раз ТЦК, это часть украинской армии. В этом смысле это мы вместе. Угу. Еще раз, может ли быть мобилизация менее болезненной для общества? Наверное, может. Но давать в этом смысле какие-то советы или еще что-то, наверное, есть какие-то идеи, но это достаточно бессмысленно обсуждать. Но, к сожалению, да, альтернатива мобилизации – капитуляция. С тобой в бригаде служат ребята, которые пошли добровольно, или это мобилизованные в том числе? Костяк был добровольцев. Есть мобилизованные. Есть тех, кого на улице тоже так же, как поймали. Есть большая часть – это добровольцы. На каком языке вы разговариваете? По-разному. Я говорю на украинском. Достаточно, свободно говорю на украинском. Я не смогу выдать себя за украинца, когда говорю на украинском. Было бы странно. Нет, я имею в виду, что в смысле любой украинец поймет, что это не украинский. Но в целом с точки командования или руководящего состава они используют украинский. И когда этого требует этикет, я использую украинский. И все внешние, например, связи, которые вне какого-то круга, да, ближайшего, постоянного. Да, то есть у тебя в телефоне клавиатура русская, украинская и английская? Да. Нет, я в этом смысле использую украинский очень спокойно. Мне было смешно по поводу того, на каком языке говорят. Все говорят, кто-то говорит на украинском, кто-то говорит на русском. В какой-то момент ко мне подошла девочка, она у нас психолог. Психолог у вас в подразделении? Да, условно. На самом деле, неважно. Она подошла и говорит, слушай, при какой-то компании, говорит, Петя, я стеснялась спросить, ты такой акцент, ты на русском говоришь с таким акцентом странным, а ты откуда? И, собственно, один из присутствующих при этой говорит, Ліну, акцент це в тебе. Петро говорит российскую без акцента. Опять же таки, когда часто по службе этикет диктует, что ты используешь украинский. Я стараюсь использовать украинский, у меня нет проблем с использованием украинского, но думаю я, безусловно, на русском. В смысле, я сначала думаю, потом перевожу. вы говорите? На русском. На русском. Нет, мы говорим на русском, да. У вас есть план А и план Б? План А. Кончается война в 6 вечера после войны, и дальше какая-то жизнь. У нас был
До войны мы уже почти пришли к этому. У нас была идея, и во время ковида она, собственно, родилась, взять и год, каждый месяц менять город. Ну, то есть, как бы в... Страну. Ну, страну, в смысле, как бы, да, ты живешь, выбираешь какой-то город, и вот у тебя есть 12 локаций, которые ты как бы каждый месяц меняешь. Мы уже начали составлять эту дорожную карту, у нас были некоторые противоречия в этом, но как бы процесс пошел. Вот, и мы должны были, условно, в 22-м или в 23-м году это как бы реализовать. Ну, в целом идея жива, а вопрос, что... Кажется, я не уверен, что это произойдет. В ближайшее время. Да, у нас был какой-то план, у меня был на самом деле, у меня, я имею в виду, в первый год войны, что вот когда-то она вот закончится, и будет там кругосветное путешествие. Да. Вот сейчас я сложно это себе представляю. Ну, и на самом деле вот это кажется, вот в такие моменты кажется тяжелее всего, потому что, понимаешь, что у такого большого количества людей у нас как бы просто отобрали нормальную жизнь. Просто ее отобрали. Но, с другой стороны, есть вопрос того, что, смотри, мы немножко тоже в других обстоятельствах. Сейчас не Вторая мировая. Почему? Потому что по-хорошему я могу уехать. Могу уехать из Киева. Я не знаю, сколько там каких-то fellowship, стипендий в каких-то больших университетах каждый год мне предлагают. Я не думаю, что это возможно, пока Петя служит, но я немножко в привилегированном состоянии. Если бы я хотела, я бы ехала. Мы, по-моему, даже не поехали на какой-то fellowship. Вот как раз мы должны были уезжать в Вену на месяц в марте 22-го. Там откладывали и сказали, я в феврале сказала, не поеду, потому что у нас война, мы журналисты, мы должны работать. Я скорее скажу, как украинка, мы тоже об этом думаем. Знаешь, мы как-то, как люди, выжили, несмотря на все столетия, да, и как-то люди остались. У нас никогда не было государства, которое нам не было врагом. Это первый, в принципе, вот в какой-то недавней истории Украины за последние столетия ты впервые видишь государство, которое тебе не враг, которого ты не боишься. И ты понимаешь, что лучшей ситуации у нас не будет. И если мы его сейчас не сохраним, мы его вообще никогда не сохраним. Это всегда будет, не знаю, народ беженцев, который будет распорошен по всему миру. И, в принципе, это какая-то ответственность нашего поколения эту страну сохранить. Если ее не сохранить сейчас, я не думаю, что потом будет тяжелее. Сейчас особенно очень много мигрантов, да, вот российских в том числе. Кто-то нашел себя, кто-то нет. Я не думаю, что где-то будет лучше. Да? У нас есть возможность эту страну сохранить. У меня, как у журналиста, есть возможность в Украине работать. Не быть в эмиграции, не думать, что я не могу рассказывать о своих людях. Я когда, например, мне было очень больно, я конкретно тот журналист, который ездил в Крым до 2019 года, я пыталась ездить в Донецк до 2015, то есть уже после частичной оккупации. И мне было больно, что я не могу работать на своей территории. Я могу работать в Киеве, я могу быть в Украине. Но мы можем это все потерять и потом что? Сидеть, как, я не знаю, иранские или какие условно бирманские журналисты и всегда думать, а может, когда-то мы вернемся. Шанс сохранить у нас есть. Для нашего поколения, для моего, вот это какой-то вопрос большого выбора. Так сложилось исторически. Но мы в лучшей ситуации, чем мы, не знаю, в 1917 или в каком-то еще другом, да, все-таки. И это большая разница. А план «Б», если что-то случится? Работать. Что случится? Я думаю часто, что случится, если ты потеряешь ногу, руку, правую, левую, ухо, глаз. Если ты потеряешь мужа. А что тут уже сделать? Уже ничего не поделаешь. У меня плохой секрет. Он, может, я как-то сейчас буду звучать как сумасшедшая, скорее всего. Я просто в своей голове всех близких уже потеряла. Имеется в виду, я просчитала вариант, что нет того, нет дома, нет этого. Это не значит, что не будет больно. То, конечно, хочется, чтобы Петя жил. И, конечно, ты можешь потерять. Но если ты просчитываешь альтернативу
Сбежать тяжелее. А какой вариант? Сбежать и мучиться, ты потеряешь себя. Просто кем ты будешь? Ты тот, кем ты есть. Ты чувствуешь какую-то ответственность, что ты должен что-то сохранять, беречь и делать. Да? И если ты просто сбежишь, ты просто, не знаю, съешь себя из-за своего бессилия. Я живу в Киеве, который постоянно обстреливают. Но если мы говорим сейчас с октября, обстреливают буквально каждый день. Да? У меня мама, у меня сестра, у меня племянник. Каждый день они могут погибнуть. Потому что они живут на 10-м этаже. И они каждый день спускаются в подвал. И каждый удар ты смотришь и думаешь, какой район города. А они их. Хорошо. А потом их. Не 10-этажка, 5-этажку попала. Да? Вот как мы живем? Смерть очень близко. Мы, в принципе, живем в ситуации, в которой ты проснулся утром, жив, работаешь. Не жив – не работаешь. Нас поставили в эти условия. Но все равно мы сохраняем жизни свои и как-то защищаемся. У нас нет другого варианта. Никогда не бывает такого, чтобы вся страна уехала куда-то в безопасное место. Более того, если мы говорим о, не знаю, киевлянах, о людях таких, как мы, и нас миллионы, мы не выживем в оккупации. Нас убьют, это понятно. У меня в команде есть журналисты с Херсонской области, тех, которых задерживали, держали, которые убегали. Вика Рощина, журналистка, которая поехала все-таки в Запорожье, в Запорожскую область, в Энергодар, и которую убили в плену, это моя близкая коллега. Она больше нигде, как на Громадском, не работала. Она с нами проработала почти 5 лет. Моя ближайшая подруга, мы ее похороны организовывали. Да? Вику убили в российском плену, потому что ее задержали. Это не аберрация, да? Это то, что ждет многих нас. Поэтому шанс, ты просто прочитываешь шансы. Где шанс больше выжить? В российской оккупации или во время такой войны? В таком виде шансов больше. У нас у всех выжить. Третье дано в плане можно уехать за границу. И тут большой вопрос. Ты часть общества, ты гражданин или просто человек, который теряет себя? Если я журналист, который, не знаю, с первого дня своей работы, да, работает с какими-то важными темами, правозащитными, говорит про какие-то правила, мир, все остальное. О чем это тогда все? Я тоже думала. Поеду, я когда-то еще пару лет назад говорила, приеду я работать в какой-то Лондон, в какой-то Amnesty International о защите прав человека. О чем я буду говорить? Это смешно. Я что, буду писать отчеты о том, как в какой-то стране кто-то наступает на какие-то права, и буду верить в это, что что-то произойдет, если я в своем доме, в своей роли ничего не сделала? Тогда все, что я делала всю жизнь, просто это какая-то... То есть тогда просто ломается полностью все твои ценности, все, что ты делал. Ты просто сдаешься как гражданин, как человек, как какая-то личность. Ты просто отказываешься от всего, чему ты верил, да, от всей сознательной жизни. Поэтому я тогда просто не вижу цели. Да, зачем? Что, я буду, сидя из Лондона, писать статьи о том, как какая-то война... Я военкор. Ты сейчас описываешь в целом ситуацию, в какой пребывает вся российская независимая журналистика в целом. И это... я с тобой солидарен. У нас есть возможность быть дома. Есть важное отличие. Есть отличие. У тебя тоже есть отличие. Ты берешь и воюешь в украинской армии. Вот твое отличие. Это правда. Нет, всегда есть разные варианты. Да. Отравить тоже могут. За границей российского независимого журналиста. Могут. И, в общем... Могут же, мы знаем. Но я имею в виду, что да, у нас есть эта ответственность. И мы видим, что это помогает и защищает, что каких-то людей вытягивают, что какие-то города освобождают. И как-то мы живем себе, как-то живем. Ты сказал, что ты хуже слышишь на правое ухо. Да. Это результат контузии? Да, у меня было достаточно легкое ранение. Но оно было в ногу? Было сюда в ногу залетел этот уламок. И... Обломок? Думаю, что да. Ты сказал уламок? Есть какое-то количество слов, которые я скорее употребляю на украинском. Был взрыв, он достаточно рядом был. И после этого у меня ухудшилось
ухудшился слух на правое ухо. Он у меня до этого был не ахти какой, но вот после ранения еще больше ухудшился. Ну, бывает. Страшно было? Тогда или вообще? Вот тогда. Слушай, тогда скорее ты собираешься в такой момент, ну, то есть, когда ты пытаешься выбрать как бы наиболее адекватный момент. Ну, вот начался обстрел, ты там падаешь, потом пытаешься куда-то отползти. Было очень страшно, потому что вот товарищ из моего экипажа, вот он упал, и я боялся, я был уверен, что он умер. Все косвенные признаки говорили о том, что он умер. Видел, что у него раскромсан шлем, что у него течет из ушей кровь, у него абсолютно стеклянные глаза. И вот тогда я стал вспоминать, что ему там через неделю или через 2 к семье в Германию, у него отпуск должен был быть. И вот это было... Оно, знаешь, в такой момент это не то чтобы страшно, потому что из тебя хлещет адреналин, ты пытаешься... Но это было вот такой, знаешь, белый шум такой был. И то, что он как бы выжил, и все с ним, ну, как бы относительно в порядке, я говорю, до сих пор лечится, до сих пор не в строю. Но это, конечно, большое облегчение. А страшно? Нет, ну, конечно, страшно до усрачки было. Ну, ты сидишь вокруг меня за час, не знаю, в один из дней, когда я был на позициях, упало 19 кабов в радиусе километра. Каба – это такая большущая бомба, в которой от 250 до 500 килограммов взрывчатки. И вот они падают вокруг тебя и так далее. Это очень неприятно. Потом тебя мозг стирает негативное ощущение именно вот страха, да, и ты вспоминаешь это, ты сидишь, у тебя трясется все вокруг, не знаю, пыль, еще что-то и так далее. Но в моменте это, страшно, да. Правда, что когда тебя ранят, первый момент ты не чувствуешь боли? Меня когда ранило, то есть как, прозвучал звук, прозвучал взрыв, я упал, тебе главное успеть занизить силуэт, да, чтобы меньше куда тебе разные уламки могли в тебя попасть. Я упал, и у меня был такой сразу разряд по ноге, такой как будто сильный удар током, вот ровно вот сюда. Я, если честно, подумал, что меня оторвал ногу. Но так посмотрел, нет, вроде ничего не оторвал, просто оттуда начала... сразу понятно, что туда что-то влетело, начала оттуда сочиться кровь. Я посмотрел, я понял, что это не сильное кровотечение, не нужно накладывать турникет. Главное, после ранения, люди зачастую умирают от сильной кровопотери. Да, и поэтому самое первое и главное после ранения, что установить, это есть ли у тебя массована кровотеча. И если есть, то нужно ее остановить, для того, чтобы потом уже, условно, в стабилизационном пункте тебе оказывали помощь, и ты с этим справлялся. Вот, я понял, что у меня в целом это не сильное кровотечение. Но я был, первая у меня мысль была, ногу оторвало, обидно. Но если мне ногу оторвало, те, кому оторвали ноги, это не перепутаешь. Было бы по-другому ощущалось, конечно. Это был момент, когда тебе больше всего было страшно? Да нет, наоборот, в такой момент, там же обстрел продолжался, то есть это не то, чтобы один взрыв и все. Ты причем слышишь, что там летает дрон, там еще что-то. Ты наоборот, так собираешься в том, чтобы понять, что делать. Ты откладываешь скорее эмоции в сторону, пытаешься куда тебе отползти, куда тебе отойти. А я именно про страх спрашиваю. Так нет, страх-то мешает, в смысле, ты его оставляешь на потом. То есть ты его в этом смысле откладываешь. Кто тебе сообщил об его ранении? Петя сам позвонил и сказал, я 300-й. Да. Я не люблю термины. Ты так сказал, я 300-й, да? Да. Но все хорошо. Я, конечно же, очень испугалась. Но поскольку он сразу же позвонил, стало понятно, что он жив. Только в течение дня мы поняли, что это сильно серьезнее, чем... Не его ранение, а вся ситуация, да, то есть может быть ситуация, в которой кто-то ранен, но ситуация менее серьезная, и только в течение всего дня, когда ты стал понимать, что
там был вопрос жизни и смерти, и вот тогда ты там как бы ретроспективно начинаешь переживать, и я так понимаю, что еще было, что в момент, в первые там, часы, да даже не в первые часы, было непонятно, выживет ли парень, который с ним. И поэтому это совсем другой уровень переживания. Проблема была не во мне. Да, но у тебя было какое-то чувство вины, но делать все равно. То есть это была ужасная ситуация, потому что его сослуживец, парень. Арсений, да, его зовут? Нет, позывной Франк. Позывной Франк. Что он в критическом состоянии, в коме, и может там не выжить, не прийти в себя, и это вообще другой уровень ощущения ситуации, и потом, скажем так, каких-то еще и, помимо всего, мук о том, что там, а можно было бы иначе, мог бы... Но это связано было с тем, что ты принял решение о том, что вы меняете позицию, правильно? Не мое было решение, это решение командования. То есть как было... Какая последовательность? Мы заходили на новую позицию. Это нормальная практика, в смысле смены позиции ради того, чтобы с них работать на дронах. Мы были замечены, по нам начало прилетать, был миномет, по нам работал, потом начали прилетать Мавик со скидами. Проблема еще в том, что в той части леса, в которой мы были, вот там, где заезд, там не было укрытия, вот, где нас застал этот обстрел. Вот. И вот одна из мин, она упала рядом. И меня как раз легко ранил. А вот товарищ, который был в моем экипаже, он был серьезно ранен, он был в нескольких метрах от меня. Ему пробило каску, раскромсал череп, там, вырвал кусок из шеи, кость в руке. И главная была проблема в том, что он упал, продолжался обстрел, подползти к нему было невозможно, потому что это такое на полуоткрытой местности. Было видно, что у него из ушей течет кровь. И было просто сначала, поскольку не было возможности проверить пульс, мы решили, что он погиб. Потом он начал кричать, когда пришел в себя. И нам нужно было его эвакуировать. Вот. Но нам на самом деле очень сильно повезло, приехала быстрая эвакуация, погрузились, но было непонятно, выживет ли он, если он выживет, какие травмы мозга он получил ли. Потому что обломок прошел сквозь каску и воткнулся в черепушку. Слава богу, с мозгом все в порядке. Удалили один палец. И мы с ним на связи, мы с ним периодически списываемся. Все в конце концов получилось, слава богу. Но меня поразило, что вот в этот момент ты продолжаешь записывать звуковые сообщения, которые потом входят в твой подкаст. Да я просто поставил телефон на диктофон. Подожди. То есть вот ситуация войны. Да. И ты говоришь о том, что ты вот сейчас военнослужащий, а не журналист. Да. А зачем ты записываешь эти аудиосообщения, в которых фиксируешь свое состояние, что ты в шоке, что ты не в шоке, что теперь у тебя чувство вины? Так я же это делал, в смысле, я перед этим записывал этот подкаст. Этот подкаст, он во многом такая финальная точка. Оно некоторое, расставание с профессией. Да, это такой финальный аккорд. Мне как раз это казалось абсолютно логичным, что я пошел служить, и я это фиксирую в такой удобную мне форму подкаста. Таким образом, прощаясь с профессией. У меня вообще никаких противоречий здесь нету. Мне кажется, с точки зрения профессии логично тогда дослужить. И вот кончится война, и тогда ты сядешь и вспомнишь былое, то есть профессию, и тогда запишешь подкаст. Вообще не понимаю, о чем ты. По журналистскому кодексу этики журналист даже на стрельбищах никогда в жизни не берет в руки оружие. Так нет, никакое. так в этом же и смысл. Вот я фиксирую свое превращение, в смысле, все. Вот я больше не журналист. И вот я Но делаешь журналистскую работу. Почему журналистскую? В смысле, это медийная работа. Пропаганда. В данном случае это рассказ про меня, конечно. А в чем проблема? Я не понимаю, что тебя сейчас смущает. Я же не говорю никому, я журналист. Я говорю, вот я военнослужащий, вот я рассказываю, что со мной происходит. Вот мои, мой этап вот этих вот моих превращений.
Ну, такая гонза журналистика немного. Ну, условно. Да, я просто не понимаю, почему тебе вызывает Ну, потому что это разные профессии. Конечно. Так я же в самом начале говорю, все, я больше не журналист. Я украинский военный. Так Вот нет, когда у послушайте. тебя должен сидеть перед тобой журналист, Да пусть кому должен. Где у тебя прописано, в каких учебниках прописано, как я должен делать? Вот я решил сделать это вот так. Я уже не журналист. Ну, тогда и не делай журналистский подкаст. Подожди, а книжки? Ну, военные сейчас особенно, это очень интересно. Дневники. Военные пишут книги, снимают фильмы, потому что, например, сейчас невероятно много... Самые интересные работы, ну, я имею в виду фронтовой, это то, что записано камерами военных, да, просто там, где журналистов нет. Да. То есть это уже не совсем тоже для меня журналистская работа. Это скорее просто другой способ автобиографии, как солдат пишет свои мемуары, но кроме книжек появились подкасты, книжки, и техника дала возможность записывать то, что ты делаешь, просто в другом формате, потому что медиум изменился, эти средства стали доступными, вот и все. Ну, то есть это действительно я никого не обманываю своим... Ну, в смысле, я достаточно, кажется, честен с слушателями и зрителями. Вот моя новая роль. Вот я новый. Ну, еще нужно понять, вот я тоже сейчас подумала, у нас в Украине служат все. Фотографы, актеры, режиссеры, поэты, ну, все, да. Поэтому они продолжают это делать. Знаешь, писать стихи, будучи в окопе, да, при этом оставаясь поэтами. Записывая, не знаю, музыку, но в том же смысле, там, фотографы, которые пошли воевать, они, наверное, тоже фотографируют, да. Ну, то есть это воспринимают как фотография уже военного. Но любой человек может делать, вот, я не знаю, создавать какой-то, условно, контент. Катя говорит, очевидно, про какое-то противоречие между журналистикой и пропагандой. Но просто здесь я не вижу противоречия, потому что никто не заявлял, что это журналистский проект. Ты так сказала, знаешь, типа, а этого потом не будет. Ты понимаешь, что завтра может не быть? Ну, что не будет вот такого. А ты это понимаешь? Конечно же. То есть ты понимаешь, что завтра почему ты спешишь все сделать? Потому что не будет времени, когда война закончится. Мы можем до этого не дожить. И если ты сейчас это не запишешь, то когда это будет? То есть ты не живешь мыслью, что когда-то потом будут мирные времена, и мы это все вспомним. А что, если его не будет? Как ты его провожаешь? Вот так вот, в лоб целую. Я приезжаю иногда, когда могу. В принципе, благо там, где он есть, это возможно. Да? Если у нас какие-то ритуалы, наверное, нету. Но мы регулярно видимся. Созваниваетесь? Конечно. Да не, То есть это не никакой тайны в том, где ты находишься, как вы перемещаетесь, и это все можно? Нет, смотри, современная война, она, в общем, в целом... Современная война, она довольно чудовищная. Я имею в виду в том смысле, что коммуникаций, ты можешь, ты все время на связи. Это не война, где ты ждешь письма, который идет до тебя несколько месяцев. Люди на позициях, даже на позициях, за исключением в каких-то совсем уже боевых действий и так далее, если ты блиндажи и так далее, они все обустроены старлинками, всеми остальными. Люди постоянно на связи, если это, опять же, таки не штурмовые действия или еще что-то. Нету проблем в том, чтобы говорить и... В целом у людей все есть. Почему после университета ты не пошел в армию? Так у меня была военная кафедра, после этого мне не нужно. Я вообще человек далекий от армии. Сейчас не скажешь. Настолько было неестественная для меня среда обитания. Я работал на «Дожде», и, в общем, вопрос про армию вообще не стоял. Собственно, и сейчас. Это, я же пошел в армию не потому, что мне хочется в армию пойти. Я пошел в армию, потому что мне хочется принимать участие в защите Украины, а не потому, что именно мне армейский вайб как-то прикалывает. Ты действительно веришь в том, что держа в руках оружие, ты принесешь защите Украины больше пользы, чем если бы ты оставался журналистом и рассказывал о том, что происходит в Украине, на линии фронта? Думаю, да. Сейчас нету проблемы с доступом к информации в целом. То есть я в какой-то момент рассматривал некоторую свою роль. И, наверное, первые месяцы это было важно, да, присутствовать в именно российском в медиапространстве, то, что ты называешь голосом. Где-то через год-полтора я просто стал понимать, что это не... Я разочаровался перестал видеть смысл в том, что я делаю. Для аудитории,
было ли это большой потерей? Да не думаю. Ну, то есть, опять же таки, если есть желание, у тебя нету проблемы с доступом к информации. Ну, как бы для того, чтобы понимать, что происходит в Украине. Ну, вот я работал там 10 лет на «Дожде», потом в «Медиазоне», потом как бы, работал в OCRP, работал в «Важных историях». И вот этот как бы майндсет того, что я делаю что-то общественно полезное, общественно значимое, оно, конечно, сформировался скорее тогда, вот за эти 15 лет. И вот я понял, что, наверное, этого недостаточно, то, что я делаю. Моя деятельность, ну, это, как бы, можно сказать, что как бы выгорание, да, но, не знаю, я как-то не могу сказать, что я выгорел. Просто я понял, что я могу субъективно приносить еще больше пользы в защите тех, кто нуждается в этой защите. И как бы принимать участие в нечто гораздо большем, чем я есть. И мне как раз спустя почти 2 года очень сложно себе представить, чтобы я занимался чем-то другим. Ну, то есть, я вот тогда... То есть, тебе сейчас нравится то, что ты делаешь? Не могу сказать, что мне нравится, но я не жалею. Мне было за эти почти 2 года по-разному. Было тяжело, было как бы невыносимо, было сложно, было страшно много раз очень. Но ни разу не было такого, чтобы я жалел о своем выборе. А вот наоборот, вспоминая тогда, 23-й год, вот я себе представлял, ну вот где я буду через год, через 2? Ну, я сниму, наверное, может быть, какой-то еще фильм из Украины. Наверное, я напишу какое-то количество статей. Возможно, что-то из них будет более успешное с точки зрения влияния или распространения на аудиторию. Но это все уже кажется, этого недостаточно. А как бы ужасы, которые ты видишь, действительно как бы в ежедневном режиме, они как бы не прекращаются. И главное, перспективы того, что они прекращаются, не просматриваются. Ты в подкасте говорил, что после ранения тебя из дроноводов перевели в что-то другое. Ты ездишь и занимаешься логистикой, я так поняла. Не совсем так. Нет, после ранения я вернулся на позиции, а после этого через какое-то время я стал меньше ездить на позиции, стал заниматься больше планированием, координацией экипажей, испытаниями. Собственно, этим я и продолжаю заниматься до сих пор. То есть непосредственно в боевых действиях ты не принимаешь? Постоянно принимаю. Вопрос в том такой, что принимаешь в боевых действиях. Убиваешь ты людей руками или нет? Что такое руками убиваешь людей? Это в нынешних реалиях, это как бы если ты... Если ты управляешь тем дроном, который сбрасывает... Нет, сейчас я в меньшей степени управляю как бы дронами сам руками, но в целом как бы война это очень комплексная работа. Человек, который планирует операцию, да, в смысле то, как она будет проходить, или как бы координирует работу тех или иных экипажей, он, безусловно, принимает участие в боевых действиях в том смысле, что не непосредственно на позициях, да, а в том, как они идут. И на позиции я сейчас меньше езжу. В боевых действиях как таковых, да, в смысле, конечно, принимаю. Когда ты все время повторяешь работа, что война – это работа… Я говорю труд, я вообще не говорю работа. Труд. Это ты говоришь работа. Ты знаешь, меня это все время возвращает. Я в начале 22 года посмотрела фильм, который произвел на меня большое впечатление. Это фильм, снятый под руководством и чуть ли не при участии в написании сценария Пригожина. Он назывался «Лучшие в аду». И вот там все время, что война – это тяжелый труд. Вот мы трудимся, вот мы выходим и работа, такая позиция, мужская работа. Да. И, как ни странно, он был снят вообще без всякого пропагандистского запала. Там были люди с желтыми повязочками, люди с белыми повязочками. И задокументирован был некий бой, в котором, в общем, все себя вели одинаково ударно, но выиграли те, кто при запуске снаряда правильно учитывал направление и угол ветра. Так. И это выглядело, то есть, с моей точки зрения, война в предыдущем ее понимании – это некий эмоциональный всплеск в ответ на
агрессию, несправедливость, захват, когда это превращается в такую рутину, как крестики. Война это всегда была тактикой и наукой. Про войну на протяжении всей истории человечества писалось. Мы говорим о огромное... профессиональных военных. В целом, сколько существует война в истории человечества, столько есть теоретиков войны, практиков войны и учебников по войне. Петь, мы только что говорили о том, как ты в хоре пел и в шахматы играл. Так. И актером собирался быть. Так. Не понимаю, почему. Я говорю про то, что как бы является ли война не только эмоциональной частью, конечно, является, и про это говорит весь человеческий опыт, вся история человечества. Кто занимается войной, кто принимает участие в войне, тоже абсолютно разные люди. Украинская армия состоит из всех людей, не состоит только из наемников или из кого-то еще. Это люди разных бэкграундов, разных происхождений, из разных классов. Вот насколько разнообразно украинское общество, настолько разнообразна украинская армия в своем, из того, из кого она состоит. Вот. И, безусловно, то, как ведется война, это... вот смотри, мне повезло в том смысле, что там бригада, в которой пошел сейчас корпус, она действительно одна из лучших в Украине. То, что в ней, вот ты говоришь про тактику использования, да, там в ней это ставится отдельным большим отделом планирования, то, как будет вести бой, как его вести и так далее, там поставлено на правильную, на профессиональную норму. И ты просто на одних эмоциях войну не выиграешь. Еще раз, это труд. Труд как профессиональный сверху, да, где ты придумываешь, как это сделать, чтобы это все работало, как раз чтобы работала эта машина. Так и труд людей снизу, прежде всего людей, которых находятся на позициях, да, которые находятся в наиболее опасных местах. Это ежедневная... Да, это такая рутинизация войны. Конечно. То есть вот мы вводим войну в свой ежедневный обиход. Она у нас 4 года уже идет в таком режиме. В смысле, она уже все давно введено. И если это не приводит ни к каким результатам, что это может значить? Смотри, у нас результаты не поражения. Есть, очевидно, глобальные какие-то задумки, и Украина может и побеждать на поле боя, в смысле, она может не только обороняться. Вот. Мы это видим и по недавним каким-то событиям. На Купинске, на том же, собственно, который делал наш корпус, делалось при участии нашего корпуса и сумежных бригад. Но это активное действие. Это не то, чтобы сидят люди в окопе и ничего не делают. Оборона – это очень активное занятие. Особенность еще этой войны, что ты не видишь почти, если ты находишься на тех позициях, на которых ты находишься, ты почти не видишь лица своего врага. Смотри, сейчас у нас война, в ней гораздо больше лиц, чем война, скажем, не знаю, при которой артиллерия просто все посыпает. Там ты даже, у тебя просто артиллерия нагрет, там ты даже не знаешь, ты попал или нет. Да, это же в этом смысле сейчас ты, наоборот, видишь, куда ты и что ты. Да. Но вопрос про лица, лиц, наверное, не всегда можешь разглядеть. Но смотри, война, есть дроны, есть, безусловно, прямой контакт и столкновение. Все равно, в конце концов, при всем технологическом развитии, у тебя только человек на Земле означает то, что это территория твоя. Все равно ничто не заменит пехоту и человека на Земле, да, и штурмовика. Это самое опасное. И, наверное, безусловно, самое уважаемое из всего, что есть в армии, это пехота и штурмовики. В конце концов, они больше всего рискуют, и без них бы ничего. То есть, мы, БПЛА, наша задача обеспечить их. Да, БПЛА наносит гораздо больше урона, и на них построено все современное ведение войны. Но при этом, при всем, если нет человека на земле, то не за что, дрон не может, в смысле, он все равно привязан к ЛБЗ, да, к позициям твоих
и дружеским, и вражеским. А определяет позицию вражескую или дружескую, если там твой человек. Но твое участие в этом во всем разрушило ли ты? Слушай, ну человек идет учиться на журфак, человек работает на дожде, человек пытается там с правозащитными организациями работать. Наверное, у тебя было какое-то представление гуманистическое о будущем и человечества, и твоей страны в том числе. Оно рухнуло, это представление полностью, его больше вообще нет? Ну, да нет, смотри, оно не то чтобы рухнуло, просто есть разные войны. Часто есть опасность свалиться вот именно в такой универсальный пацифизм, в котором как бы пацифист говорит, что вот война, она неприемлема. Ни в коем случае. Так пацифизм только и может быть универсальным. Вот, я про это говорю. Но при этом, при всем, если ты участвуешь в оборонительной войне, это абсолютно другое, нежели ты участвуешь в атакующей. Потому что, ну, как бы есть войны, есть войны. Есть одна сторона и есть другая сторона. И они не одинаковые. У них разные предпосылки, у них разные как бы, участники, и за участниками стоит разная мотивация. Если ты участвуешь... Знаешь, если мы говорим про там, художественную литературу или там, кино, то есть фильм «По соображениям совести», а есть фильм «Спрятанная жизнь». И оба эти фильма про универсальный пацифизм. Скорее, такое общественное сознание про Первую мировую войну, как бессмысленную войну, в которой рубятся разные стороны, убивают друг друга непонятно за что. Да? И как бы, где-то там непонятно, оба примера кто-то... про Вторую мировую войну. Вот. Есть пример Второй мировой войны, где ты понимаешь, за что ты воюешь. И с моей точки зрения, если тебя приходят убивать, или, в смысле, твою сторону, ты имеешь полное право, и как бы правда абсолютно на твоей стороне, для того, чтобы защищаться. Даже странно, почему на 4-й год в целом мы можем это обсуждать. Мы это не обсуждаем. Да. Мы обсуждаем вопрос разрушения коммунистических ценностей и представления того, что доказать свое право на существование ты можешь только с оружием в руках. Если на тебя нападают, безусловно. Если на тебя нападают с оружием в руках, то, безусловно, как бы доказать как бы, свое право на дальнейшее существование ты можешь только с оружием в руках. Если говорить про... наша реальность такова, и она, к сожалению, будет, видимо, двигаться в этом направлении. Про что вот как бы сейчас активно на фоне Трампа рассуждают. То, что начали... была статья у Харари, Financial Times, незадолго до вторжения, в котором была нехитрая мысль про то, что как бы, очень бы хотелось верить, что Путин все-таки не решится на полномасштабное вторжение, потому что это в целом нас всех отпихнет назад. В смысле, в нашем развитии как общества, как коллективного общества, как гуманистического общества. Потому что в копилку к праву сильного как бы весь мир будет поворачиваться и дальше в сторону того, что право на стороне сильного. То, что мы видим сейчас, оно абсолютно так. Мир движется в эту сейчас сторону. Наверное, он в какой-то момент сделает новый виток. Но мы на отрезке таком, что ты должен уметь себя защищать. Иначе просто тебя не будет. Это не означает, что ты должен порождать новые круги насилия. Но защищать себя ты, конечно, должен мочь. Это база твоего дальнейшего просто выживания. Скажи тебе кто-то в 2017-м, когда вы играете с Наталкой свадьбу в Минске, да, что пройдет меньше 10 лет, и ты станешь военным, и единственный способ защитить, в том числе ее, это будет способ сражаться. Что бы ты ответил? Слушай, наверное, у вас там был план родить ребенка, да, путешествовать, как вы сказали, там еще что-то. Это хороший вопрос. Как бы, насколько хорошо я помню, как я себе представлял свое будущее в 2017 году. Но, наверное, учитывая то, что в целом я помню, вот это я точно помню, что я всегда думал, что рано или поздно большая война будет. В смысле то, что она условно в таком замороженном виде, как она была после 2015 года, она не будет продолжаться. И когда-то она разрастется. Вопрос деталей. А учитывая то, что я про это думал,
Ну, наверное, я бы, не прям невероятно бы удивился, что каким-то образом моя судьба приведет к тому, как я... Хотя я никогда себя не рассматривал как человека военного. Я и армия были максимально далеко друг от друга. Но, опять же таки, при войне такого масштаба и ее, масштабах ее распространения, да, и тех, кого она затрагивает, и как она затрагивает в украинском обществе, то тут, наверное, ничего особо удивительного. Но я бы удивился. Политически ты себя ассоциируешь с российской оппозицией или с украинской политикой? Нет, с украинской политикой я себя не ассоциирую. А с российской оппозицией... То есть ты в чистом виде русский наемник в украинской армии? Наемник... Неправильно, смотри, я пошел служить в украинскую армию как все-таки житель Украины. То есть в этом смысле, с которым с Украиной много связывает. И в этом смысле, считаю ли я себя частью украинского общества? В какой-то части, наверное, да. Но при этом сказать, что как украинской политики, наверное, нет. В украинскую реальность я интегрирован. Частью украинской политики я себя не считаю. Украинского общества, да. То есть политические пертурбации в Украине тебя не касаются и не волнуют? Не, почему? Я как житель Украины, их, они все равно происходят. Я живу в стране, остановись сейчас война, происходит. ты будешь участвовать в политической жизни? Вот в этом смысле, да, наверное, нет. А что? Не знаю. В смысле, что буду делать, когда становится война? Давай, это такой гипотетический. Это вопрос примерно как легко отвечать. Мы поедем с Наталочкой путешествовать по миру. Вот что я буду делать. Нет, просто если мы понимаем, что есть в России политические власти, которые без конца которых война точно не закончится, нужно понимать, есть ли в Украине политические власти, с которыми можно будет строить другую мирную жизнь. В смысле, после войны, слушай, главное, чтобы война закончилась, и закончилась на таких условиях, чтобы это не была капитуляция. Потому что пока что все, что предлагалось, да, в широком смысле слова, оно было про это. Оно не было про давайте наступит мир. И на фронте следят за переговорными процессами? Смотри, на фронте... Что такое фронт? Это тоже такое очень широкое понятие. В целом люди, которые сидят в окопах, или условно, они заняты большим количеством дел. Но следят ли они, что происходит в Киеве, на переговорах или так далее? Наверное, следят. Сильно ли это на них влияет? Да ты каждый день делаешь свое, каждый день встаешь и делаешь то, что должен делать. Поэтому, наверное, просто, конечно, все в телеграммах сидят, каким-то образом следят. Вот. Но вопрос про то, что есть ли в Украине силы, готовые к мирной жизни, да, конечно. В смысле... Подожди, в Украине коррупционный скандал за коррупционным скандалом. Есть, опять же, коррупционный скандал, он изнутри украинских же структур. В смысле, это коррупционный скандал, который антикоррупционные органы его же и раскрыли. В этом смысле, есть коррупция какая-то, да, и, безусловно, в смысле, она в жизни общества, громкие истории. Но как это связано с вопросом про мирную жизнь? В смысле, все хотят, конечно, мирной жизни. Никто не хочет воевать бесконечно. Это, было бы классно, если бы война закончилась, и все стали жить, как живут. Да, пусть будут еще коррупционные скандалы, которые будут приводить к каким-то оставкам. Или коррупционный еще скандал – это когда власть зарабатывает на войне. Да нет. Поясню. Коррупционные скандалы, они происходят и вне войны. Это вообще на войне больше зарабатывают. Смотри, на войне кто-то зарабатывает, кто-то не зарабатывает. Не Украина пытается оттянуть этот момент для того, чтобы давайте еще повоюем и еще немножко украдем денег. Это неправильная оптика. Конечно, в Украине все хотят вернуться к нормальной жизни. И заниматься тем, чем они занимались до, или найти себя каким-то образом в новых ипостасях. Пока такой возможности, к сожалению, нету. И она пока непонятно, лежит ли она на столе, в смысле, такое предложение. Не похоже.
Еще до того, как ты перестал быть журналистом, ты брал интервью у Ильдара Дадина Да. в составе, когда он был в составе Сибирского батальона. Да, тогда он был в Сибирском батальоне. Это, кажется, чуть ли не единственное и совершенно точно последнее его интервью. Да. В 24-м году он погиб. Я не помню, когда конкретно он погиб. Да, кажется, в 24-м. Разговаривали мы с ним типа в августе, в сентябре 23-го. Что-то типа такого. Погиб он примерно через год, если я не ошибаюсь. Я должен противостоять преступлениям России, в частности, убийствам, массовым пыткам, изнасилованиям, грабежам. И крайняя форма, чтобы остановить убийц, это, соответственно, убить убийцу. Это очень эмоциональное интервью. Дадин был очень как бы искренний человек. Да. Вы до войны с ним были знакомы? Нет. То есть это первая и единственная ваша встреча? Да, думаю, да. Мы с ним не пересекались ни после, ни до. Мы с ним время от времени редко после переписывались, но как бы была, да, единственная наша встреча с Ильдаром. То, о чем ты сейчас говоришь, и вот эта гибель Дадина, человек, который провел, собственно, в российской тюрьме достаточно времени за свои взгляды, подводит к тому, что с твоей точки зрения, с его, возможно, точки зрения, было так, что единственный способ, которым российская оппозиция могла бы бороться с властью Путина и с происходящим в России, это способ взять в руки оружие. Я бы не сказал, что это прям единственное. Но как будто другие не работали. Но вопрос в том, как бы нужно что-то делать. Да? То есть вопрос в том, что ты как бы главная проблема в том, что не так много идей спродюсировано как бы сообществом, которые бы позволяли, как бы сказать, что да, я что-то делаю. Да, я не знаю, есть, как бы, даже в нашем окружении, вот есть там Гриш Свердлин, да, с его проектом «Идите лесом», который помогает дезертировать из российской армии. Полезный ли, общественно ли значимый проект? Безусловно. Как бы честь ему и хвала. Это пример того, что как ты можешь действовать и при этом не приходить и, как ты говоришь, брать оружие в руки и как бы воевать за Украину. Но при этом, а что еще делать? То есть вот у тебя есть рецепты? Я считаю, что нужно документировать все происходящее. Так, но как бы в данном случае документирование – это не активное действие в том смысле, что оно важное, безусловно, но оно как бы не помогает решить вопрос, что делать, в смысле, в глобальном смысле слова. Оно не влияет на события. Ты будешь дальше документировать, условно, ухудшение ситуации. Да, оно не влияет на улучшение ситуации. Возможно, анализ документов приведет к улучшению. Да, но это уже постфактум. Это как бы будущие поколения будут снова отвечать на вопрос, а как же мы пришли к жизни такой. Я не считаю, что убийство друг друга улучшает ситуацию. Вопрос не в том, что убийство друга... когда тебя приходят убивать, ты можешь, конечно, задокументировать, как тебя убивают. Можешь. Но тогда ты все равно будешь мертвый. Бывает. И в данном случае... В данном случае ты тоже можешь быть мертвой. Безусловно, конечно. Но смотри, твоя документация тебя не спасет от того, что никому из нас не удастся выжить, я бы так сказала. Рано или поздно мы все умрем, это точно. Такой тезис, что тогда абсолютно неважно вообще, что происходит, он отдает инициативу людям, которые как бы меньших моральных устоев, да, у которых как бы, вот они способны на то, чтобы пойти, захватывать, убивать и так далее. Потому что, они как бы решили, что... Вот они проявили инициативу. И если ты ничего с этим не делаешь, тогда и, условно, будущее будет в руках таких людей. Безусловно, но если ты делаешь с этим то же самое, что делают с тобой, то ты возвращаешься на ветхозаветные устои око за око, зуб за зуб. В данном случае как бы, мы рассматриваем конкретную войну, и война на войну не похожа. Случай с войной России против Украины, с моей точки зрения, она черно-белая не потому, что... она стала черно-белой не потому, что я стал принимать участие в войне на стороне Украины, а потому что очевидно, кто нападает, абсолютно очевидно, а кто обороняется. Оборонительная война более чем оправдано.
В данном случае даже я не понимаю, почему это нужно объяснять. Ну, в том смысле, что как бы у тебя тезис такой, что убивать плохо, ну и поэтому, наверное, убивать не нужно. Но проблема просто в том, что для того, чтобы убивать не нужно, прийти нужно тогда, чтобы обе стороны не убивали. А если одна убивает, а другая говорит, наверное, нет, тогда все равно просто одна из сторон будет убита. Был изначальный вопрос про что? Нет, мы с тобой говорили про то, может ли участие в военных действиях каким-то образом, россиянина, искупить грехи российской оппозиции. Вопрос не про то, чтобы искупить грехи, а вопрос в том, что у многих людей есть запрос что-то делать. А пожить счастливой семейной жизнью ты еще рассчитываешь? Конечно. Смотри, в целом, что такое счастливая семейная жизнь? Если это просто жить это вместе когда и так ситуации, когда вы завтракаете утром и играете с ребенком, вам не приходится вдруг в какой-то момент бежать в бомбоубежище. Вот это как минимум. Это я надеюсь, что такое, конечно, будет. Я решил исходить из некоторого пессимистичного прогноза. Угу. Он строится на нескольких тезисах. Первый, что Путин с нами, со всеми, в смысле в нашей жизни, пока по естественным причинам не уйдет и не перестанет быть президентом России, так ему лет 10-15 он еще прожить может. Пока он in charge, он сохраняется, либо война идет, либо сохраняется ее высокая опасность. Это такой, скажем так, умеренно пессимистичный прогноз. В том смысле, что он он предполагает, что мы 10-15 лет держимся. У вас в Хартии там огромное количество известных людей, от Бутусова до Жадана. Есть несколько. То есть, такая... Да, очень... Вы пересекаетесь? С Бутусовым больше, потому что Бутусов занимается боевой работой. Он командир взвода БПЛА. Мы с ним время от времени пересекаемся ровно по службе. С Жаданом сейчас меньше, но мы с ним знакомы, мы с ним были знакомы и до. Не то, что прям супер близко, но мы были знакомы и до. Там случаются какие-то истории, в которых вы можете не быть заняты на боевом задании, а просто как-то оказаться... Служба – это такая вещь, когда ты всем занимаешься подряд. То есть это же, на самом деле, служба – это не то, что ты все время на позициях или все время, знаешь, я не знаю… ужин у вас бывает, просто сели, поели. Мы можем пересечься случайно или не случайно. А поговорить? Конечно. Да нет, в смысле, у нас А что вы делаете, когда вы не заняты? Обычно стараются люди спать, если они не заняты. Но в целом... Нет, я про то, что неправильно... служба в армии, оно... то есть, с одной стороны, это очень расписанное и регламентированное, да, особенно если ты, опять же таки, на позиции. Но при этом, при всем, у тебя такое количество заданий, в смысле, ты должен поехать куда-то, найти что-то, забрать то-то. Либо ты едешь на какие-то испытания, либо ты едешь на какие-то рынки, либо ты еще что-то. Рынки? Радиорынок. Тебе нужно срочно найти какие-то детали и так далее. Поэтому ты все время в каком-то действии. Можем ли мы пересечься? Мы можем, пересечься где-нибудь, я не знаю. Ты зашел куда-то выпить кофе, да, Харьков все-таки. Можешь там встретить кого-то из сослуживцев. Просто постоянно какое-то занятие чем-то. Вот из этого у тебя состоит служба, да, вне позиции. На позициях ты, понятно, ты особо не погуляешь. Ты находишься внутри, по возможности, максимально защищенного какого-то пространства. И там стараешься исполнять свои функции. В данном случае, если БПЛАшник, взлетаешь, вылетаешь, следишь. Всем привет, это Петр Рузавин. С самого начала вторжения мы вместе с Наталкой проживаем эту войну вместе с вами. Каждый из эпизодов посвящен разным аспектам вторжения, оккупации, нашим командировкам. А какой самый неожиданный отклик на твой подкаст был? Самый неожиданный отклик на мой подкаст. Слушай, было очень много приятного. В смысле, было просто неожиданные какие-то приятные вещи, которые мне писали люди.
было рассуждение, скорее были интересные на эту тему дискуссии, немного претензий про то, что вот ты как бы там ты слишком позитивный. То есть как бы было несколько уже как бы не хватало, ну вот то, что называется такой как бы стереотипной окопной правдой, вот, потому что в целом есть некоторые каноны, как изображается война. Ну, есть еще некоторые представления о том, как выглядит подразделение. Все-таки у вас подразделение, немного отличающееся от других. Ну, как твоя школа возле Третьяковской галереи отличалась от стандартной школы в Биберево или в Новом Уренгое? Во-первых, да, подразделение, очевидно, что, как я уже сказал, корпус один из... это немножко пиар, да. Не совсем, в смысле, вопрос же не только пиара. Пиар – это то, что внешне, я тебе говорю про устройство внутри, в смысле... образцово-показательно. Это действительно очень качественное подразделение. Вот. Во-вторых, есть, скорее, я не про это говорю, а про то, что вот есть... канон изображения войны, примерно вот есть ремарк. Это для меня было большое открытие. При том, что война вокруг нас, ее очень много, я имею в виду в социальных сетях, все остальное, но в целом люди, кажется, реально не понимают, что такое война. То есть какое-то количество, может быть, видео с дронов, которые они видели, которые им попадались там, с линии фронта, но в целом, как бы для многих война, она остается как у ремарка. То есть, есть как бы окопы, есть люди, сидящие в окопах, которые как бы отстреливаются друг от друга, да, вокруг падает миллион артиллерийских снарядов, и собственно, она война. Я не хочу сказать, что война – это что-то классное, но она просто технически абсолютно другая сейчас. Она в целом очень сильно изменилась. Или просто тебе повезло? Она не стала лучше. Но просто вопрос в том, что... к чему я, в смысле, с чего я начал, с подкаста, что ты как бы слишком... у тебя там... на это как бы я отвечал, во-первых, тем, что там есть... продолжение, в смысле, есть действительно... Мне было бы, наверное, неправильно и неловко выпускать подкаст в том виде, если бы, например, меня не ранило, и там не было этой бы части. Потому что тогда бы он бы действительно был укрыванием от аудитории чего-то, просто потому что со мной этого не случилось. Если бы как бы не случилось эпизода с ранением и всем, что произошло вокруг него, как даже по журналистским стандартам, которые как бы в данном случае в меньшей степени применимы, но это было бы нечестно перед аудиторией выпускать его просто, где у тебя было бы эпизоды про то, как, у меня какие-то веселые переключения, да, со мной я пошел вообще служить. Петя на войне, а не то, что там сержант Рузавин. Петя на войне, просто как так это, так вот Петя название. и волки. Там рабочее название было другое. Какое? Первый сезон назывался «Хуй в войне», второй был, возможно, «Хуй на войне», но мы решили от него как бы отказаться. Да, лучше, наверное, все-таки Петя. Я к чему возвращаюсь? К тому, что перед аудиторией мне было бы неловко, потому что я знаю то, что убийства, смерти происходят, и в целом война, она состоит не только из как бы веселых приключений, она скорее не из веселых приключений состоит. Но поскольку есть в ней это завершение, то, мне кажется, как бы худо-бедно этот баланс мы соблюли. Рузавин Петро Петрович. Если ты знаешь, что я буду с Украиной, тоже мне нужно повоевать. Хорошо, воевать. А вам, если придется стрелять по... Да. В смысле, я в теории это понимаю. А как это на практике будет, посмотрим. Ты можешь считать себя уже профессиональным военным? Да нет. У меня месяц был обучение, курс молодого бойца, и потом я был на фронте. В целом, сейчас в среднем, в моем случае это просто, как бы там с иностранцами было еще не очень как бы отрегулировано. И в среднем в украинской армии занимает процесс обучения типа там от 2 до 3 месяцев сейчас. Со всеми учебками и так далее. Но сейчас получается, что больше года уже, то есть ты как бы... Я уже больше, скоро 2. Ты какие-то бытовые твои привычки поменялись? У вас, кстати, там носки или портянки? Нет, украинская армия достаточно как бы экипирована нормально. В этом смысле вся экипировка, она как бы современного образца с носками, куртками, ботинками
обувью и бронежилетами, касками. А в отпуске ты быстро привыкаешь вот к тому, что ты не так одеваешься, а так одеваешься, что тебе не нужно, там, я не знаю. Смотри, военная форма мне нужна только если езжу на позиции. Так. Она в этом смысле вне позиции, как бы ты не носишь военную форму. Ну, это просто вопрос безопасности. Ты как бы одеваешься... Ну, я также одеваюсь. В смысле, то есть ничего такого в твоей жизни там особо не происходит, кроме... С точки зрения одежды, да. ну, нет. Ну, то есть... А режим? Ну, смотри, режим максимально ненормированный. На позициях, когда я много ездил на позиции, там, это один режим. Если не на позициях, ну, вот... Я какое-то время был там на Купинском направлении. Там ты спал там, по максимум часа 2-3 в сутки. И это было в целом как бы роскошь в течение там, недели, 2-3. Ну, это как бы... Потому что там в такие активные боевые... Когда происходят активные боевые действия, ну, они же происходят не по расписанию. И ты, соответственно, ты круглосуточно на ногах. А как выглядит твое трудовое место? Ну, как бы есть несколько локаций, есть позиция, да, где сидит физически... Ну, то есть, как устроена работа вообще БПЛА. Есть позиции вдоль линии фронта, да, разных видов БПЛА. Могут быть разведывательные БПЛА, которые постоянно летают и наблюдают, да, вот у тебя, как бы, они дают трансляцию, стрим определенные участки фронта для того, чтобы либо чтобы не пропустить перемещение противника, либо чтобы как бы сопроводить свои наступательные действия. Есть ударные дроны, разные виды, их тоже много. Там есть FPV, да, то, что, как бы, есть бомберы, которые там скидывают. Эти люди тоже сидят на позициях, ну и, соответственно, вот их там несколько человек. И в какой-то момент они, как бы, например, по как бы, приказу с командного пункта, они говорят, ну, нужно, там замечена цель, ты должен туда лететь. Или у тебя там запланированные какие-то действия, например. Цель – это люди или техника обычно? Ну, смотри, сейчас техники почти нет на фронте. Вся техника... Как бы, характер войны, как бы, как я сказал, он меняется. Да? Техника используется, но абсолютно не в таких количествах, как это было в начале войны, да, там, первые 2 года. Потому что развитие дронов в целом... Ну, есть такое понятие, как киллзона. Киллзона – это пространство... Вот есть ЛБЗ, линия боевого соприкосновения. Да, по-русски ЛБС, да. И, соответственно, это как бы километры в одну сторону и километры в другую сторону. И киллзона – это территория, по которой невозможно или почти невозможно пройти как бы безопасно, не будучи замеченным, и существует очень высокая вероятность, что ты как бы ты со своей стороны или противник со своей будет замечен и тебя попытаются уничтожить. И эта киллзона, она постоянно расширяется. Ровно за счет того, что технологически постоянно развиваются БПЛА. Такое драматическое как бы, увеличение этой киллзоны случилось, когда начали использовать дроны на оптоволокне, FPV-шки. И вот просто в качестве примера. Когда я начинал ездить на позиции летом 24-го, наша позиция была типа километра 3 от ЛБЗ. Ну, то есть, условно, от позиции противника. И мы к этой позиции достаточно спокойно подъезжали на машине. Ну, понятно, что спокойно это как бы, ну, как бы ты подъезжал близко к позиции, быстро выкидывал вещи, да, там, под каким-то деревом и забегал к себе на позицию. Сейчас это абсолютно невозможно себе представить. Тебе как бы в 3 километрах от ЛБЗ, ну, туда подъехать на какой-либо машине, не говоря уже о бронетехнике, абсолютно невозможно. Ее просто, ну, как бы она будет уничтожена. Да и позиции БПЛАшные так близко, там в 3 километрах уже, ну, как бы есть отдельные такие позиции, но они уже перемещаются далее. И идти до них нужно пешком. Но это мы при этом не говорим, насколько это усложнило жизнь пехоте. Потому что пехотная жизнь, как бы, они-то должны зайти на позиции, которые 0. У них нету даже этих 3 километров. И ну, вот эта ситуация, она постоянно меняется. Командный пункт и много экранов, вот это скорее командный пункт. Он находится не на позиции. И там у тебя действительно, у тебя сидит командир, у тебя большое количество разных экранов, на них
24 часа ведутся стримы с разных участков твоего фронта, и командир принимает, или командир, либо это как принимает, и он как бы управляет боем 24 часа в сутки. Вот. И, соответственно, принимает решение, какое средство используется в данном случае, каким дроном и так далее. То есть бой это как бы на какой-то одной линии или бой вообще Смотри, в целом? Бой это в широком смысле слова. Бой не нужно представлять, что это бегут, как бы, вот, бегут люди. Это такая... Бой это просто то, что происходит на поле боя. Там на самом деле может никого не быть. А это поле насколько большое? Бригада это в целом, ну, типа 10 километров. Вот, в среднем. Плюс-минус. Это зависит от... То есть линия в 10 километров? Условно, да. Угу. Вот. И там везде есть камеры, которые смотрят за тем, что происходит? Мавик. Так или иначе. Используется Мавик. В большинстве случаев Мавик это летающий, это Да. в большом, как бы это глаза с обеих сторон, которые вот их много, и они вот как бы между ними распределены делянки, за которыми они наблюдают. У обеих сторон приблизительно одинаковая ситуация с точки зрения технического оснащения и организации всего Тоже сильно этого. зависит от, собственно, участка фронта. Потому что как бы есть бригады или подразделения, которые лучше технически оснащены, есть, которые хуже технически оснащены. И является ли это приоритетным направлением? То есть, например, когда как бы Россия куда-то перекидает, да, вот было наступление на Харьков в 1924 году. Вот, собственно, когда туда перекинули и бригаду Хартия. Там как бы один уровень. Да? Потом, когда случилась Курская операция, очень много как бы условно профессиональных подразделений, оно как бы уехало туда на Курское направление. Потом оно рассредоточилось. Ну, это зависит от как бы приоритетности направления и как бы оснащенности тех или иных подразделений. Это неравномерно происходит. На этой высокой ноте мы тебя отпустим. Извини, Да, и пусть бенефис будет петь. Просто неловко, что я заняла столько места. Наташечка, с тобой Вообще, это только как бы лучше. нам просто повезло. Конечно. Да. Только он должен был быть сам. Ну ладно. Наталочка, с тобой все только лучше. А можно я Да, все, тихо. посещу? 17 лет назад ты заканчиваешь школу, Так, и у тебя одновременно появляется сын. так и было. Не каждый в этой комнате может похвастаться таким стечением обстоятельств. Как это было? Ну, смотри, технически это дело не хитрое. Это понятно. Ну, а решимость? Ну, смотри, как бы решимость... Понятно, что тут нужно минимум двое для этой всей истории, но она больше ложится эмоционально и физически на сторону, на маму. У нас была большая любовь. Это была школьная любовь там, продолжалась пару лет. Вот одним из этапов ее развития было вот так вот уж вышло, что... Ну, то есть это случайность? Нет, никто специально, конечно, этого не делал. Нет. Это случайность. Кто принимал участие в принятии решения? Только вы двое или ваши родители в том числе? Ну, как бы принимали решение мы двое. В известность родители были поставлены незадолго до рождения, но нам на самом деле очень повезло. В том смысле, что помимо того, что понятно, что вот, как бы мы дети, и тут еще ребенок, нам очень повезло, потому что родители, бабушка и дедушка Саши с маминой стороны, они нас очень поддержали. Сразу приняли такими, какими есть. Я переехал после рождения Санька жить к ним, и мы, по сути, жили, как бы я немножко переместился из одной семьи в качестве ребенка в другую, ну и плюс еще у меня один, как бы еще ребенок у меня. То, как они нам помогали, в целом, да, там как бы большая... А твои родители не семья. поддержали, получается? Нет, почему? Поддержали. Тут же вопрос, на кого это ложится. Мы жили большой, достаточно дружной семьей в виде как бы нас вот троих, потом родители, потом еще бабушка. Просто очень повезло, потому что сам по себе этот опыт... Он бывает, может быть разным. И ты права, что это, ну, как бы мы дети, мы переложили это на плечи взрослых. И... Но вы жениться не стали? Нет, мы не женились. Мы прожили вместе года 2, я думаю. Мы разошлись, но мы разошлись удачно. Ну, в том смысле, что мы сохранили хорошие дружеские отношения. Не только с сыном, в смысле, а и с его мамой. Мы дружим, мы приятельствуем. И в этом смысле
В этом смысле как-то сложилось все очень удачно. А финансово ты помогаешь семье? Ну, мы участвуем совместно, да, конечно. Ну то есть и ты все это время помогал? Ну, насколько мог, да. Кто повлиял больше всего на формирование твоих взглядов? Смотри, у меня просто так вот как-то так вышло. Судьба – это такое, оно ничем не подкрепленное слово, но как-то так вышло, что я просто на 2 курсе оказался на дожде. Ну, у тебя родители либеральных взглядов? Как бы разных таких. В том смысле, что папа, например, очень, он как бы обижен на распад СССР, потому что у него все было хорошо, как у ученого в 80-е, а потом он в начале 90-х оказался без копейки, на тот момент с 2 детьми, и в этом смысле эту как бы обиду он в себе несет всю жизнь. На самом деле, начиная примерно с момента условно поступления в институт, родители не принимали участие в том, как я принимаю решения. Наверное, последнее крупное решение, в котором они все-таки там нанимали мне репетиторов, там еще что-то, в смысле участие вот это было поступление на журфак. Не уверен, что это правильное решение, но вот оно было последнее. Все остальное я в целом как-то справлялся дальше сам. Дедушка, тот самый дедушка, да, который попросил тебя с ним разговаривать больше после февраля 22 года. Да, но мы с дедушкой сейчас вообще не общаемся. Мы с дедушкой были близки, когда я был в каком-то подростковом возрасте. Из-за него я хотел стать актером. Он театральный актер, режиссер. Он для меня прям был очень... Потом, даже не только в подростковом, нет, даже потом я как-то его для себя переоткрыл, когда мне было 19-20 лет. Мы с ним вместе тусовались, еще что-то. В начале войны мы с ним как бы говорили с ним, потом перестали. Во-первых, очень старый. То есть он уже почти 90. Во-вторых, знаешь, я за время войны понял, что мне нет желания кого-то переубеждать в чем-то. Я не хочу заниматься переубеждениями. Я готов что-то делать, или, как бы есть пример меня, но именно заниматься дискуссиями я не готов. Речь же не о дискуссии, у нас с тобой разные точки зрения, но мы разговариваем. Что они очень разные, в смысле во взглядах, но мы с тобой не диаметрально противоположны. А с дедушкой диаметрально получилось? С дедушкой как бы... Знаешь, я просто, чтобы и не расстраиваться, и не углублялся во все конструкции, как он видит мир, политическую ситуацию или еще что-то. Не скучаешь? У меня в целом нету времени на скучание. Я к нему хорошо очень отношусь. Это как бы большая часть меня важная. Но времени на скучание нет. Ситуация, в которой ни ты не сможешь приехать, случись что с ними, ни они не смогут приехать, случись что с тобой, попрощаться, должна угнетать человека. Да. Если я умру, то мне уже будет абсолютно все равно. То есть это это одна половина твоего вопроса. Люди пишут завещание не для того, чтобы им было легче умирать, а для того, чтобы тем, кто остался, было полегче их провожать. Смотри, кажется, важно, что ты делаешь при жизни. Вся история с тем, что будет после, когда человек умирает, не знаю. Мне это просто не кажется очень важным. Я скорее сконцентрирован на том, что происходит сейчас, здесь, да, и что ты можешь сделать. Поэтому какая-то незначительная, с моей точки зрения, по сравнению со всем остальным историей. А сына своего бы ты отправил на войну? Сына на войну отправил? Да нет. Во-первых, я не понимаю, куда мне его отправлять, на какую войну. На какую? Во-вторых, да нет, конечно. Смотри, одна из идей вообще принимать участие в войне для того, чтобы войн было меньше. Сейчас ему 18 лет вполне. Так, и что? И что? Нет, конечно. В смысле, ты же шутишь, что ли? То есть тебе можно, а ему нельзя? Нет, ты мне сказала отправить сына на войну. В смысле, то есть стать инициатором того, чтобы его отправить. Нет, конечно. А если сейчас бы вы встречались, а он бы сказал: пап, мне сейчас 18, я решил. Идти воевать?
Ну, смотри, мы ко всему должны подходить индивидуально. Опять, ты любишь задавать теоретические вопросы. Я очень практический вопрос задала. Так нет, смотри, это как бы он практически, если как бы Санек придет ко мне и такое спросит. Но как бы не придет и не спросит. А почему? Ну, в целом его жизнь как бы выстроена таким образом, что он, он как бы, слава богу, далекий от войны человек. И в этом смысле у него есть возможность заниматься тем, чем он занимается. Как бы расти обучением и так далее. Мы же говорим сейчас про людей, в смысле, которые хотели бы в чем-то принимать участие и прочее. Если бы он хотел приехать, например, волонтерить в Украину, я был бы всеми руками за. Ты сейчас как бы пытался взять некоторый как бы радикальный и экстремальный вариант. Если бы Санек, как бы он захотел, я бы всячески его поддержал, чтобы он приезжал в каком-то качестве помогать здесь, в Украине. Вопрос как бы, он уже взрослый человек. В этом случае, если он захочет это обсудить, мы с ним это обсудим. В этом я не вижу никакой проблемы. Если тебе скажу дом, что ты представишь? Это хороший вопрос. Как бы у меня он размножено. Есть, безусловно, киевский дом. Там, где Наталочка, там, где как бы наш быт, наши квартиры и так далее. Ну, есть, безусловно, как место локации. Вот есть Харьков, в котором как бы я уже почти 2 года. Вот. Он тоже отчасти дом. Есть, безусловно, дом, где я вырос, и там, где я был воспитан, в Москве. И в этом смысле как бы Москва для меня остается быть местом, где я вырос. Да? И в этом смысле она тоже в какой-то степени дом. Поэтому вопрос... Мне кажется, это вопрос контекста. Ну, то есть, если ты спросишь про дом, я представлю себе одно из этих 3 мест в зависимости от контекста. А что из этого тебе снится? Ничего? Да не снится, нет. Особо ничего не снится. И война не снится? И ранее не снится? В смысле, могут быть сны, связанные с войной. Просто как часть эмоционального переживания, которое у тебя есть. У некоторых моих знакомых, прежде всего у штурмовиков, у них часто происходят, собственно, проблемы со сном, потому что есть какие-то повторяющиеся сны, как они штурмуют посадки за посадкой, как бы это все время. У меня такого не было. Что самым важным в жизни у тебя оказалось? Тут такая проблема с такими вопросами, что если ты как бы начнешь отвечать, что думаешь, ты будешь выглядеть как какой-то пафосный дурачок. Вот. Я в целом очень не люблю такого плана. Мне самым важным, кажется, оказалось, что я был перед собой честен. В смысле, я как бы поступал всегда, исходя из какого-то своего субъективного ощущения справедливости. И это давало мне всегда самореализацию. Мне всегда было очень важно работать или как бы что-то делать, что не просто приносит, я не знаю, тебе возможность там, не знаю, заработать деньги или еще что-то, а тут как бы это что-то общественно значимое. Да? И вот всю мою сознательную жизнь, включая особенно период последних 2 лет, он про то, что я делаю важные вещи, в смысле, которые полезны как бы обществу, миру. Вот это для меня важно. Опять, мне не нравится, как я звучу, потому что я говорю какие-то странные высокопарные вещи. И от этого смущаюсь. А в жизнь после смерти ты веришь? Не. Не верю. В смысле, все там кажется, там после этого финиш, да. И поэтому, соответственно, не убей, все остальное не работает. Да смотри, как бы опять же таки, не убий хорош, когда еще никто не убил. А когда как бы кто-то приходит убивать и говорит, я буду убивать и остальных. В мирной жизни
у тебя действует в целом, как бы может справиться как бы система полицейская, тюремная и так далее, для того, чтобы как бы человек, у которого есть такое, или группа людей, у которых так хотят сделать, вот они могут их... А война, ну, это, как бы, это преступление такого масштаба, что для того, чтобы его остановить, ты должен защищаться. Это единственное, что работает. Не работает ничего другого. Выбери, пожалуйста, милосердие или справедливость. Справедливость. Правда или безопасность? Правда. Свобода или стабильность? Свобода. Родина или истина? Истина. А где твоя родина? Технически родина – это Россия. Я всю жизнь буду русским, поэтому родина, конечно, у меня Россия. Более того, не просто Россия, Москва. Вот я как бы до мозга костей москвич. Вот, такой, как бы, который родился и вырос внутри Садового кольца. Но ты отдаешь себе отчет в том, что ты, возможно, никогда там больше не окажешься. Возможно, да. И к этому просто относишься. Да. Ну, смотри, это как бы... Ну да, это много вероятно. А кто ты теперь? Петр Рузавин? Я украинский военнослужащий российского гражданства. С журналистикой? В прошлом как бы независимый российский журналист. Мне трудно себе представить, чтобы я вернулся, вот если мы как бы продолжаем тему гипотетических рассуждений, а что там в будущем, да, в смысле, вот, а если война закончилась, чтобы я вернулся в журналистику, во всяком случае, в том ее качестве, в котором я был до. Чем заниматься, ну, нужно дожить. Это не в приоритетах пытаться ответить на вопрос, чем заниматься после войны, потому что, ну, кажется, это еще, ну, есть много других вопросов, на которые стоит ответить быстрее.